Всем доброе утро. Секундочку. Сейчас проверим звук. Тимыч, привет. Приветики, я первая. Здравствуйте всем. Так. Сейчас. А минималочка совсем. У нас двоится, троится, не. Так, добрый вечер. Да, у кого-то уже и вечер, а у кого-то еще утро, я не знаю. Сегодня все очень просто. Собирались-то что-то. Ну-ка. Звук убрали, нет? Ладно, поехали, короче. Так, ну что, кто превьюшку видел, сами понимаете, кто здесь у нас сегодня в гостях. Я сейчас на этого человека еще быстренько вот так вот прям ссылочку в закрепе оставляю. Ссылочку в закрепе. Если вдруг кто-то не знает, кто это такое, то проходим и знакомимся. Итак, представьтесь, молодой человек. Здравствуйте, драйвер. Здравствуйте, чат. Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики все. Кого я узнал за тот период карьеры Ютуба. Как поживаете, как у вас дела? Надеюсь, у вас все хорошо, ребята. Да. Здравствуйте все. Олежек, когда я буду звездой у тебя? Наталья, без проблем. Пиши в Дискорд, обсудим, обговорим. Ты звезда не у меня, ты звезда на Ютубе. Я причем. Я тут вообще не при делах. Здесь все на добровольной основе. Говорил миллион раз. Заходим, здороваемся, пишем пожелания и вперед. Юля, здравствуйте. Добрый вечер. Тимыч. Да, вот он, дождались. Очень долго хотел поговорить с этим человеком. Первый раз у меня интервью. Да, есть такое. Так что, если кто-то знает, раскидывайте ссылочки, делайте репосты там, да, пишите, зайдем, пообщаемся. Сейчас вытянем с этого человека по максимуму информации. Прям по максимуму. Конечно, буду задавать ему такие вопросики, парочку. И есть у меня такие. Жесткий физический допрос, как я понял. Ну, прям... С привязыванием к стулу и так далее. К стулу будем привязывать, но физически, в принципе, более сильно такой не будет. Скорее всего, морально. Морально. Так. Я готовился неделю, так что все нормально. Это очень хорошо. Это мне прям радует. Так, секундочку. Я проверить хотел еще звук. Потому что, как вообще... Чат, напишите, как Тимыча слышно в чате. Я надеюсь, мой микрофон опять не трещит и не орет по всем швам. Очень надеюсь на это. Так. А нет, вроде... Чуть-чуть надо громче тебя сделать. Сейчас я сделаю. Тебе чуть-чуть прям звук добавим. Ты расстояние... Я могу через свой Дискорд сделать себя громче. Если ты не... Да, у себя сделай в Дискорде громче. Не будем тебя утруждать, да, так будет. Я уже сделал. Не совсем компетентно. Добавляй свой. Раз, два. Еще чуть-чуть. Добавляйте, не стесняйтесь. Ты вообще выключил динамики сейчас, наушники. Так. Итак. Ну-ка. Вот. Чтобы потом не получилось так, что я на ютубе меня громче слышно, чем тебя, чтобы было более-менее одинаково. Ну-ка, еще что-нибудь скажи. Анди, я тебя слышу, пишет Наталья Санни Герл. Вот. Тебе надо что-то делать. Сейчас я тебя еще добавлю. У тебя потому что не хватает, я вижу. Ну-ка, скажи еще что-нибудь. Добро пожаловать, ребята. Вот, ты, наверное, далеко от микрофона был, да? Я его настроил по интонации, вроде так нормально. Вот так говори, так сиди, ни вперед, ни назад не двигайся. Вот так вот, супер. Я не двигаюсь, короче. Я не буду двигаться. Вот сейчас четко, Тима, вот сейчас четко, потому что смотри, в чем нюанс. Сейчас ты слышишь себя так. Юрец, привет! Если люди будут смотреть смартфон или в таблет где-нибудь, да, там, то есть это совсем уже по-другому звучит. На компьютере всегда по-другому звучит. И из-за этого сейчас звук более-менее подогнали, чтобы... Привет, здравствуй, Юра. Вот, здравствуй. Чтобы на любом устройстве смотрели и повтор, и сейчас, чтобы четко... Замри, да, замри, не двигайся! Тим, не двигайся, тебя снимают. Мы, смотри... Руки вверх, штаны вниз, отлично. Все, красавчик. Я готовый, давайте. Вот, смотри, у тебя сейчас прям звук идеально, прям я все слышно, то есть люди будут где-нибудь в смартфоне слушать, как будто ты будешь у них за спиной сидеть и прям рассказывать все. Понимаешь, на чем я? Так. Ну,
надо еще таким экстравагантным голосом говорить, чтобы все в Нирвану в транс пошли, попали просто Я гипнотически. доктор Тимыч. Всегда с конфетками, да? Совершенно верно. Совершенно. У да. меня вот такая палочка есть, об этом попозже чуть-чуть, так что смотри мне. Так, ребят, здравствуйте всем еще раз. Наконец-то настроили, но всегда настройка во время стрима это прям святое, в том, что все в Другое чатике... произведение искусства. Когда это настройки особенно на стрим попадают, это вообще другое произведение искусства. Это невозможно Да, описать. Это другой кайф. За этим следить, это совершенно другой кайф. Это я вам могу сказать, дорогие друзья. вот. Ты сегодня должен разговаривать больше, чем я, понимаешь? Это во-первых. Во-вторых, ну, мне было уже предъявлено то, что я разговариваю на вот таких вот вещах больше, чем кто-либо, чем гость. Сегодня твой черед. Это во-первых. Во-вторых, у меня сразу же идея родилась, поскольку я недельки две уже тебе говорю, что давай, Тимыч, нарезки, ты прям можешь, у тебя хорошо получается. У тебя сейчас будет несколько часов контента, можешь с этого стрима нарезать и ставить у себя на канал. Как тебе такая идея? Контент с этого стрима, с нашего интервью. Да, с твоего интервью, то есть интервью ты сейчас здесь главный гость, герой этого дня, этой субботы. Так, это уже как должное. А если во время стрима не настраиваешь, ничего, это не стрим. Да, это не стрим, это какой-то балаган. Согласны, ребят? Все верно. Реально, если что неправильно настроил, если что-то в чат не прочитал, как правильно настраивать, никто тебе в чате не помог, это уже такого кайфа нету этого настраивать. Блин, как я вас всех люблю. Все вы, кто в чате присутствуете, мы, блин, уже знакомы, уже почти 2 года на протяжении прям общаемся друг у друга, заходим на канал, на стримы. Это кайф. Да, где-то 2 года будем, наверное. Да-да, у меня в октябре, в октябре этого года будет уж точно 2, где вот Юля Hot Games, Юрец чуть попозже, но тебя тоже познакомились, мы вот Чекан показал, начали общаться, ты даже сам Да, это об этом была очень интересная история, когда я к вам в группу попал. Очень Да. интересная история. Очень была. интересно, но давай сначала с первого пункта. Представься вообще, кто ты, что ты. Я ютубер, стример, Да. человек, который делает нарезки по видеоиграм. Также любитель делать гитарных каверов. Гитарные каверы на по музыке, по мелодии, по главной мелодии Вот. какой-нибудь той или иной видеоигры. Супер. Всем саламчик, Серега пишет. Алейкум салам. Серега, как дела? Всем салам, да. Здравствуй, Серега. Вчера был гостем, тоже вчера мы общались с Серегой. Идем дальше. Так, идем дальше. Нет, Да. стоять, куда идем? Всем сидеть, никто никуда не идет. Разогнались. Да. И ты, кстати, еще кого поиграть? Ютуберское имя мое Team Candy Games. Настоящее имя меня зовут Тимур. Мне 28 лет. Я живу в городе Баку, страна Азербайджан. О, столица. Да. Город Баку — это столица. Это прям четко. Я об этом, кстати, вот мы с тобой разговаривали, информацию начинаю потихоньку улавливать, читать, смотреть. Ну, кто знает? Никто же не знает, да? То я тебе говорю, тут пройдет пару лет, такой говорю, слышь, Тимур, и буду стоять сзади, такой, ну, повернись. Привет, Серега, я сейчас за кофем схожу. Наталья, кофе налива. Блин, Наталья напомнила мне еще кофе, я сам не сварил. Тимыч. У меня тоже чаек стоит с чабрецом, могу тебя смотивировать. О, чаек, ну давай, я тут только воду оставил. Вчера мы с Серегой сидели, я кофе выпил, потом у меня у меня, знаешь, какая проблема, выпью кофе, сразу горячий не выпиваешь, а потом холодный уже так себе пьется. Азербайджан, вот сердечки полетели. Да, интересно. У тебя, кстати, там погодные условия-то, ну, Сергей. нормально, так потеплее будет, чем в России. Потому что все-таки юг, южнее находишься. Честно сказать, открыто скажу, у нас погодные условия как психическое состояние персонажа Джокера. То есть у нас может утром шпарить солнце, потом резко пойти дождь, потом под вечер будет мороз, и на утро пойти снег, потом опять будет шпарить солнце. Класс. Так что мы к этому привыкли. Класс. У нас уже в коридоре перед выходом висят одежды на все случаи жизни. То есть и майка летняя, и куртка, и кальсоны, пижамы. Все, мы все уже заранее готовим. Как спецназ прям. Валенки есть? Ну, до вальник еще дело не доходило. Но лопата снег чистить все равно бывает, иногда промелькивает.
Было такое. Было так, видишь? Мне, ну, Мелькало. насчет этого, кстати, интересная тема, то, что погода так меняется, это прям, ну, если честно, такое не каждый день встретишь, что прям, прям вот так прям менялась, как американские Но горки, ваша погода. это не хорошая вещь, честно говоря. С точки зрения психологии человеческой, это влияет на психику. То есть тоже может играть настроением. То есть ты можешь еще в тот же самый момент, как погода меняется, агрессию какую-то проводить или наоборот, смех без причины. Нет, я не провожу. То есть это реальный факт. Вы можете много найти статей интернетных, связанные с тем, как погода влияет на человека. То есть реально оно может вызывать, дождь может вызывать депрессию, Да. постоянно дождь, ливень, он может вызывать, не знаю, головную боль, агрессию и так далее. А солнышко, оно всегда поднимает людям настроение. Люди хотят выходить на улицу, общаться и так далее. Обалдеть. Ну, это насчет солнышка, да. Я такое вот, кстати, помню, где мы были, в Лондоне, да, там тоже так же было. Как солнышко в Лондоне выходит на улицу, то есть Англия, там постоянно дождь, солнышко появилось, все люди как муравьи на улице. То есть у тебя это можно тоже заметить, такой фактор. Да? То есть если в Баку выходит солнышко появляется, то, соответственно, сразу же все на улицу, правильно? Ну, разговор идет о том, что разговор идет о стабильности погоды. То есть погода либо она стабильная, либо нестабильная. В Лондоне погода стабильная, там постоянно пасмурный дождь, Да. и люди как физически, так и психологически к этому привыкли, поэтому они не чувствуют так А, постоянного дискомфорта. А тут, когда ты не знаешь, что одеть, когда ты выйдешь, что тебя ждет над головой, что может солнце шпарить или снег пойти. Вот люди в какой-то степени это тоже переживают, что сейчас будет у меня, заболею, не заболею, опять температура, опять лекарства, что мне делать? Об этом думают. ну, понимаю, Такое теперь есть. понимаю, что ты имеешь в виду. Ну, в принципе, да. Потому что только куртку чуть приотстегнул, там вспотел, ветер дунул, все, у тебя температура, Да, вот это заболел. самое противное, вот это, честно сказать, самое противное. Ты выходишь в дождь, ты одеваешь где-то такую весенне-осеннюю куртку, потом резко начинает тебе солнце шпарить. У тебя обычная t-shirt, Да, ты снимаешь куртку, t-shirt, знаем. да, но с одной стороны ветерок подувает, Баку же город ветров, он известен как город ветров. Тебе с одной стороны продувает в этой майке, но с одной стороны ты одеваешь куртку и ты начинаешь потеть. И когда опять начинается холодно, тебя опять продувает вместе с этой курткой, и у тебя на следующий день может подняться температура. У нас такие приключения в плане погоды, короче. Вот что я могу Обалдеть. сказать насчет погоды. Ну да, ну то есть это как раз таки, если у тебя иммунная система не совсем крепкая, заболеть вот так вот, щелчком пальца ты заболеешь простудой, правильно? И лично есть такие, которые крепкие орешки, но у меня, да, у меня немножко с этим такой сильной закалки нету. В сауну париться. Это мы любим. Вот, Это мы делаем. выгоняй бактерии через пот, шлаки выходят через пот, пропотел, пропарился, все, идеально, это круто. А у меня сколько раз такое было. Я сколько раз себя спасал. Я сбивал свою температуру, свою простуду с помощью бани. О, ну красавчик, слушай, вроде в Азербайджане живет, а делаешь все, как будто ты сибиряк. Молодец, отлично. Ну, я люблю Отлично. славянскую культуру, я люблю, честно говоря. То, Круто. что идти в баню, и в русскую баню, в финскую баню, она мне нравится. После... Нам Серега, по-моему, вопрос задал. Да, Серега, если вопрос видишь в чате в твою сторону, все, вперед, давай. Я не знаю, драйвер, просто, может, я тебя перебил, может, у тебя вопрос был. Нет, все нормально, ты уже ответил, ты что. Тимур, какую игру ты ждешь в этом году? Вот, кстати, ты же как бы человек, который прям так близко вокруг игр, всего вот этого контента. Какую игру ты ждешь в этом году прям? Ты знаешь, что выйдет, и ты ее ждешь прям. Есть ли такая игра? Отвечу так на этот вопрос. Вы знаете, я жду не игру, я жду, честно говоря, несколько игр, которые должны выйти в этом году. Я О. даже могу огласить весь список. Огласите которые я весь жду. список, пожалуйста. Я оглашу. Давай. Я жду «Атомное сердце», но говорят, его нету в Стиме, я не нашел его в Стиме. Говорят, он выйдет только через ВК, я не знаю, тогда придется мне пиратку скачивать, чтобы ее поиграть. Разберемся. В оригинале называется Atomic Heart. Не знаю, кто слышал в чате, не слышал. Может, тоже кто-то ждет эту игру. Да. Пишите, кстати, вот кто в курсе, в чатике, правильно, общаемся с чатом, все нормально. Пиши, если что-то, кто-то, то обязательно интересно будет, потому что
Я ничего от этих игр сильно не жду в этом году, если честно. Чересчур много ремейков. Но если у тебя... Вот, Серега поставил плюс. Значит, Серега в курсе, что это такое. Он должен знать, что это такое. Он вчера говорил, много новинок будет. И значит, у тебя есть тоже. Еще какая игра у тебя есть, кроме этой? После этого я жду ремейк Resident Evil. Я это откровенно признаю в этом. Я откровенно в этом признаюсь. Вот он. Я жду ремейк Resident Evil 4. Эта игра для моего детства многое значит. И для моей личности, как человек-консольщик, Да. который развил мое хобби в плане играть игры на консолях. Эта игра большую роль сыграла, и поэтому Да. дождаться в ремейк и сыграть в ремейк для меня будет огромная честь. Да. Огромная честь будет. Но, конечно же, я очень надеюсь, и очень надеюсь, что Capcom меня услышит, что, пожалуйста, не испортите малину хотя бы в 4-м ремейке, как вы это сделали с 3-м ремейком. Вот это то, что я очень сильно прошу Мгм. от Capcom. Есть еще какой-нибудь шедевр, чтобы ты сказал, вот в этом году, если он выйдет, то это будет круто, или он... Не шедевр, но я жду еще одну игру. Она называется Миф Вулонг. Это будет игра по китайским мифам. Мы будем играть за короля обезьян, но она будет в стилистике Dark Souls. Мне просто понравилась локация, сеттинг этой игры, древнего Китая. Вообще я люблю в играх два вида сеттинга. Это первый, это мой любимый, это древнекитайский или древнеяпонский сеттинг, атмосфера. В Да. ней ты путешествуешь, гуляешь и так далее. Мгм. Вот такого вида мне игры нравится. А еще мне нравится не сеттинг, а концепция. Концепция игр заключается в том, вторая концепция игр, которая мне нравится, она заключается в том, что вот как это неординарно выглядит, то, что ты современный солдат с современным оружием такой, идешь куда-то, а против тебя встает какая-то средневековая демоническая нечисть. И ты вот с этим борешься. Ангелы, демоны, не знаю, какие-то колдуны, и вот ты с современным оружием с этим борешься. То есть вот концепция таких игр мне с раннего детства в душу впала. Я даже могу перечислить какие-то игры. Это Return to Castle Wolfenstein, именно Return to Castle Wolfenstein, потом Ерихон, потом Doom, и еще какая-то игра была, там тоже за современного солдата ты... Warhammer, по-моему, если я не ошибаюсь. О, да, Вот так. да. Используя современное оружие, ты борешься с демонами. То есть это... Но эталон этой конструкции, скорее всего, игра Ерихон будет. Мгм. Хоть я до нее не смог добраться, но сейчас у меня ПК, я смогу где надо, где не надо скачать. Думаю, все будет отлично. Мгм. Вот так. Это две мои любимые концепции игр. И вот насчет игр, которые я ждал, вернемся к вопросу. Да. Одна из игр Myth Wulong. Потом еще одна игра Alone in the Dark, тоже ремейк, должен выйти в 2024 году. Да. Но точная дата неизвестна. И я просто буду ее ждать. Вот так. Я сейчас у тебя на канале смотрю, Повторяю, у них медиа. у тебя на канале премьера идет? Да, я записал сегодняшнюю игру. У нас был матч чемпионат. Не чемпионат, у нас 3-4 матча пошли по Апексу. Я, Серега и на игре Серега Гаджет. Гаджет, Серхио наш. да, наш Серхио, да, Да. да. И Games Пилигрим. Мы трое, короче, пошли злые. Всех Мгм. наказывать за то, что у нас плохое настроение. Все попали под нашу горячую руку. Ничего себе. Ну вы там втроем, да тоже не коопчик, это же такое трио. Прям всех, как это, как говорится... У нас было как элегантное... тузик-грелку, да? Как тузик-грелку. У нас было элегантное трио. Супер. Ну, в следующий раз берешь кватро, итальянское кватро, вчетвером рвете дальше. Я с большим удовольствием, просто это невозможно сделать. Не так просто, да? Да, это нет концепции 4 игроков в Апексе. В Fortnite она есть, но ее нету в Апексе. В Апексе максимум 3, и, короче, игра такие условия ставит, что ты играешь только с 2 своими напарниками, Да. 4 мы тебе не дадим. То есть у нас правила такие, не хочешь — не играй, хочешь — играй. Красавчик.
Какой орех вдуть не грех. Согласен. Да, зайдите, пожалуйста, я вам ссылочку сейчас прямо вот здесь, прям лайв, ссылочка в чат. У Тимыча еще и премьера, этого я не знал. Это было не подстанова, не подготовлено. Я просто, как и всегда мы делаем в специальном Получилось, гости. как говорится. Да, прям реально получилось, что захожу. То есть с кем я разговариваю, у меня все время открыты на фоне канал этого человека. И показываю контент, пока мы общаемся, пока он что-то рассказывает. И я сейчас смотрю, такой, что, премьера? Я такой, не понял. Зайдите там. Вот, Денчик, молодец. От души. Зашли. Я с утра поставил ее закачивать. Я, честно говоря, не знал, когда он скачется. Что-то он тормозил, иногда не тормозил, подумал, что он уже сегодня не скачается. Оказывается, видео скачалось. Нормально идет, в хорошем изображении? Нет, изображение очень паршивое почему-то. Обрабатывается еще, обрабатывается. Да, вот я тебе в следующий раз на будущее мотай на ус. Все-таки ты человек молодой, я надеюсь, прислушаешься. Когда видос залил, в зависимости от размера контента, оставь его там пожить, чтобы HD-обработка прошла, потому что сейчас в данный момент только 360p идет. У меня вторая страничка, у меня второе окошко на этой страничке открылось, да, как раз таки. На этой страничке стоит, чтобы видео полностью обрабатывается. Я его не трогаю. Не, просто сейчас уже премьера пошла, то есть мы сейчас премьеру смотрим в пикселях, но не страшно. Смотрите, ребята, сейчас вы видите в прямом, как сказать, прямая трансляция Apex Legends в стиле Minecraft, в кубике. Так что, прими за шутку. Так классно получилось, такой Майнкрафт стайл Apex, да, то есть как-то так. Смотри, я в 2К делаю минут 10 обрабатываю. Да, то есть в зависимости от контента. Он обрабатывается, я залил его. И поставил на Infinitely 120 FPS и на 1080p изображение, но значит загружается. Да. То есть надо было тебе, если, допустим, минут 40 такой контент, то есть часика, 2-3 часика, да, пожить ему на Ютубе, тогда уже можешь его показывать. Но не страшно. Сейчас оно уже там будет, думаю, в следующий раз, когда мы зайдем на канал, оно уже будет в четком качестве, да. Сейчас такой стайл Майнкрафт топчик. Думаю, надо будет подождать где-то 30 минут или ровно час, тогда изображение вернется. Это в зависимости от твоего контента размера. То есть, если у тебя 40 минут видео, то тебе надо не менее часа на обработку, да, если в хорошем таком прям качестве, 120 кадров в секунду, это уже серьезный шаг. Потому что я заливаю в 4К видосы полчасовые, они там несколько часов обрабатываются в 4К, да, так что сам пойми, да, YouTube тоже надо время. У меня там сколько у меня там будет? Где-то минут 8, где-то 10, я не знаю даже. Вот, тебе прям Серега вопрос задал в чатике. Так, Тимур, ты спортом занимаешься? Я отвечу так, в данный момент нет, честно говоря, нет, времени не бывает. Но когда бывает пустое окошко, у меня там гантели, я несколько подходов гантель делаю и несколько подходов турников. Я обожаю турник. Отжиматься любишь? Отжиматься люблю. Отжиматься для меня расплюнуть, в принципе. Я на кулаках тоже могу отжиматься. Для моего веса это стандартно. Я вешу где-то 61, я худенький у нас. Вот. Поэтому для меня отжиматься это не так сложно. Стоп, я тебя здесь быстренько остановлю. В смысле давай начнем с того, какого ты роста. Потом уже будешь говорить, худенький или нет. Рост. Я 1,79. И 60 килограмм, тогда, конечно, надо тебе 2 бутерброда кушать на завтрак, а не один. Тебе пишут, бутерброд, Юра пишет тебе в чатике у тебя на премьере. Так, турник мэн, супер. Все, тебе за турник тебе сразу. Не знаю, я этноморф я, потому что все, кто находится рядом со мной, едят меньше, чем я. То есть я больше их всех кушаю. Я с хлебом, с двойной порцию, первый, второй и компот, и салат всегда, но все равно я не поправляюсь. Хотя я кушаю больше всех, которые рядом со мной находятся. 30 людей. Перевалит, поправишься. Ты сейчас, у тебя организм здоровый, молодой, развивается, ты некоторые растешь. Говорят, что... После 30? Да, говори. После 30 Нет, всё. некоторые говорят, что не только после 30. Говорят, что давай женись, тогда и поправишься. Ну, где-то есть в этом. В этом правильно. тоже. Да. Ты потому что сейчас есть правда. Ты весь в движении. У тебя вся энергия уходит на сжигание вот этих калорий, жиров и так далее. Когда семейный человек станешь, уже будешь больше дома находиться, меньше в движении. И ты потом, конечно же, почувствуешь
прибавку в весе. Сейчас ты весь на энергии такой, там, здесь работа, YouTube, весь движение перекусил. Оно у Да, тебя... вот я не останавливаюсь на месте, да, то есть вот у Вот. меня YouTube, компьютер, у меня своя работа, у меня домашние дела, у меня отдельные там музыкальные проекты есть, я музыкой занимаюсь, я не стою на месте, да, я постоянно кручусь. Красавчик. Молодец. Правильно. Вот, ребята, вам живой пример. Ты, блин, почти как я, только в Азербайджане, а я в Германии. Тоже на месте не сижу, все время двигаемся. Есть такое. Ну, хочется, знаешь, как-то не отличиться от толпы, а хочется... Ты знаешь, что какие-то действия совершать ты способен, да, у тебя хватит на это таланта и энергии, да, почему бы их не делать? Зачем надо замкнуться в себе и сидеть, когда ты можешь их делать? Все в жизни пригодится, запомни. Да, конечно. Это в первую очередь. Во-вторых, пока не забыл, что-то хотел тебе так быстренько сказать. Говорю, вот видишь, я уже начинаю забываться, блин, стареем. То, что, ну, блин, ну ты сейчас все впитываешь в себя, пока мозг хорошо, активно работает, все бери, что можешь от жизни. А потом уже будет не 40 стукнет, потом уже будет поспокойнее будет. Да сейчас прям энергия прет, давай делай, рви. Если тебе это все нравится, и тебе это прям... Такая энергия не закончилась, честно говоря. Все, пока энергия есть, делай, рви, и все будет. Будет и прирост, и будет и рост, и будет везде успех. Главное начать что-то делать или делать, а не сидеть на месте, вот это, да, тухнуть. Я не любитель, да, в этом плане сидеть на месте. То есть я даже, пускай никому в обиду не будет, да, и тут у нас в чате все ребята с талантом. Все ребята с энтузиазмом тоже хотят продвинуться, у них есть мечта развить YouTube-канал. Правильно все, кто в чате сидят? Я правильно, да, понимаю вас всех? В чате пишите плюс, если правильно вы поняли. Тимыч, это во-первых. Во-вторых, тебе вопрос задал Серега. Твоя любимая еда? Моя любимая еда, честно говоря, такого основного блюда нету. Такого основного блюда нету. Но я что могу сказать, как могу ответить на этот ответ? Я путешествовал в разных странах, я путешественник, много кухни перепробовал, много пищ перепробовал, но мне ближе все-таки своя еда, которая у меня на родине, это азербайджанская еда. То есть, когда я ее вижу, мое сердце успокаивается. Что? Вот так. Давай На тебе... втором месте российская еда, вот так. Славянская, точнее. Что тебе тогда ближе из азербайджанской кухни? Потому что я там не силен. Что-нибудь такое скажи, просто намеком. Я чтобы знал в следующий раз, что попробовать. Потому что я от этого чуть-чуть далек. Хорошо. Как положено по законам природы, Да, по законам солнцестояния, мы начнем с утра. да. С утра перейдем на день и потом перейдем на вечер. Давай. Потому что на каждое время дня у нас найдется свое блюдо. В этом плане я скажу открыто, это большой плюс в моей стране. Азербайджанская кухня, она очень богатая. Она реально очень богатая, и там можно перебирать просто. Если будет шведский стол, перебирать просто разные блюда, чтобы покушать на обед. Ой, Вот, ребят, доширак пишет. да-да. Это у Сани Бархатова доширака. Он его любит. Давай-ка, за стрим. ну что у тебя такого, вот, чтобы ты сказал, вот, чтобы я попробовал? Есть какой-нибудь посоветовать, что-нибудь мне лично? Вот, мне интересно, потому что я... Хорошо, я могу посоветовать, смотри. Давай. То, что я могу посоветовать, я еще раз говорю. Мои советы, они начинаются с утра, заканчиваются вечером. Смотри, утром у нас есть хаш. И блюдо называется хаш. Угу. Что такое хаш? Я объясню. Давай. Хаш это еда, которая готовится на основе варенья копыт быка или бычьей головы. Называется хаш. Ага. Вообще не И раз. когда, то есть бульон, суп, это похлевка, когда она уже полностью готова бывает, она состоит из жира, чистого жира в своем соку и копыта. И мясо, которое на копыте. И он готовится не час, там, не два. Его ставят на ночь в 10 часов, 9 часов вечера, чтобы Да. на утро в 6 часов утра он уже был готов. И его кушают в основном в 6 часов утра или в 7 часов утра. Почему? Потому что если им насытиться, это тяжелая еда, и ты будешь сыт до обеда от души. Угу. Ты будешь сыт до обеда от души. Но я экспериментировал, я кушал хаш в час дня, потом
целый день не кушаю, так что все Нормально? нормально. Нормально. На мне это нормально. Я этноморф, у меня метаболизм быстрый, да, то есть я это самый вечером хаш покушаю, со мной ничего не станет. У меня все быстро переваривается, потому что вес ничего не идет. Я такой же остаюсь в таких же килограммах. Для меня это не вредно. И если бы я так позавтракал, я бы, наверное, потом весь день ничего не ел, если честно. Ну ладно. Ну интересно. Просто, я говорю, вот некоторые кухни я вообще никогда не пробовал. И, в принципе, здесь у нас с тобой, опять же, есть одна общая штучка. Если путешествуем, пробуем новую кухню, да, пробуем новые какие-то рецепторы, и что-то вкусненькое такое, интересно, да, как другие живут. То есть ты путешествуешь, я тоже вот люблю, приедем в другую страну, обязательно попробовать, что там кушают. И это круто. Конечно. Но, честно сказать, те страны, которые я путешествовал, кухня меня не очень так вдохновила, Да. удивила. Я про путешествия именно говорю. Да. А вот те зарубежные кафе, рестораны зарубежных народов, которые у нас открываются, в принципе, из них я могу сказать, что Китай и японская кухня мне нравится. Я не знаю, может, я в прошлой жизни был китаец, но все, что связано с Японией, блюда, ихние культуры, ихние обычаи, ихние фильмы, ихние игры, мне это нравится. Ихняя атмосфера японская, самурайский кодекс X, мне очень нравится. Угу. Круто. Потом, я аж на чем остановился? Я про хаш не досказал. Там, значит, Давай, хаш давай. не кушается просто. Не просто там хлеб, ложка, тебе суп, да? Там еще дают тебе чеснок. Ты должен положить туда чеснок внутрь. Ты должен сверху налить уксус, чтобы помогало пищеварению. Плюс после уксуса ты можешь, у нас тоже есть, это наш обычай, 50 надо выпить перед едой хаш. Перед употреблением пищу хаш ты должен выпить 50 водочки. Ну все тогда, понятно. Чтобы активировать твой процесс желудка, чтобы он все это переварил? Да. И потом спишь до обеда. Нормально. Так, ну до обеда мы разобрались. А что в обед тогда такого будет вкусненького? Надеюсь, есть что-нибудь такое, что Вот прям... тут мы уже переходим в самую сложную фазу. Сейчас буду вкратце постараюсь. Тут Постараюсь вкратце. Наталья, пирожки с картошкой. Наталья, не надо, я только завтракал, я еще не обедал, успокойтесь, я сейчас тут Ой, я уверен, после моего разговора уже половина чата пошли там обедать, кушать, что-то в холодильнике искать. Даже у драйвера уже слюнки потекли. Нормально, давай. Почему? Мне очень даже интересно, потому что, я говорю тебе, такое еще никогда не слышал, не пробовал. Это наоборот, есть мотивация попробовать что-то такое, но если у вас буду в Азербайджане, то что? Я буду знать уже, ага, так. Уже хоть название блюд буду знать, чтобы, знаешь, чуть продвинутый, как говорится. В обед. Давай, говори про обед теперь. Вот, теперь самый важный фактор. Мы идем приблизительно к обеду. Да. Значит, на обед у нас, с моей точки зрения, я скажу, самая классная первая еда. В смысле, первый, второй, то, что есть, ты понял, да, меня? Да, конечно. Суп, потом жидкое. Это кюфта. Мы называем это кюфта. Давай напишу, чтобы было ясно. Можешь в чат написать. Да. Денчик, так и есть, Наталья, да-да. Ну просто смотрите, то есть, вот. Слушай, кюфта это мне прям турецкое напоминает имя, как котлетки такие с бараньего мяса. И кюфта это другой. Да, они делают такое, они из сырого мяса что-то. Я пробовал это, мне не очень понравилось. Оно очень острое и немного противное на вкус. А кюфта, которую я говорю, азербайджанская, это... Ну вот, а что сваренная... это? Лена, вот смотри, Лена, сейчас Тима объяснит, что такое, Тимур. Сейчас спокойненько, ну-ка давайте, главное, что... Секундочку, дайте я точно дам объяснение, что это такое. Конечно. Я забыл, честно. Сейчас, секунду. Сейчас вам расскажут, мне прям интересно. Не-не, ну это национальная еда, то есть в обед. Интересно, то есть не борщ. Да, не дождались? Здесь все еще, никто не убежал. Кто будет убегать, мы их по каналам пойдем, соберем их, назад вернем. Кюфта это мясо из фарша. Часто это бывает смесь баранины и говядины.
фарш превращаем в шарик и с помощью перчаток, да, превращаем его в шарики, такие большие шарики, Угу. и кидаем в бульон воду варить. И сверху мы еще кидаем туда картошку, зелень, разные специи, горох и аучу. Аучу это такое кислая зеленая ягода. Угу. А, ягода? Да, ауча. Окей. Сейчас скажу, сейчас тоже напишу, посмотрите Угу. картинку. Может, вы ее пробовали, может, вы ее не пробовали. Вот. Она варится несколько минут, и все. Пожалуйста, вуаля, готовая кюфта. Очень плотная, очень жирная. То есть ее кушать одно объедение. Ну да, мясо барашки, то есть там понятное дело, что там калорий будет. Еще на второе блюдо, это мы называем питы. Угу. Что такое питы? Питы у нас бывает двух видов. Он бывает бакинский, который именно бакинцы делают, и бывает шакинский, который делают жители города Шаки. Угу. Чем они отличаются? Они отличаются тем, что в шакинские питы туда кладут бараний хвост, курдюк называется, а в бакинский не кладут. К чему я веду, я вам сейчас скажу. Питы, рецепт приготовления питы, он немножко похож на кюфте. Так, берут такой небольшой кувшинчик, именно кувшинчик такой, Угу. и еду в нем готовят. Туда кладут, значит, наливают кипяток, туда кладут баранину, Да. туда кладут горох, туда кладут лук и опять разные специи. Но прикол в том, что он варится в горшке, он немножко превращается, все ингредиенты превращаются в мякоть. И он где-то стоит долго, да, часа 3-4 вот так стоит. Ну, как тушеная картошка с мясом. То есть протушили это все, чтобы долго так все пропиталось, да? Все абсолютно пропиталось, там в Да-да. луке, в горохе, там в Да. самом мясе. И, но там остается бульон. Да. Мякоть, но там остается хороший бульон. Но это все из горшка не кушаешь. После приготовления ты из горшка переливаешь это бульон в пиалу. Да. Переливаешь. Отдельно кушаешь бульон с хлебом. Потом то, что осталось в горшке, мякоть, ты ее толчком начинаешь молоть, все начинаешь молоть. Потом переливаешь ее в другую тарелку и так начинаешь кушать. Получается, вроде бы как варил одно, а получилось даже у тебя два блюда, такой как супчик И перед первое, этим. и второе. О, ну да, в принципе, это смотри. В плане желудка, то есть для желудка, для пищеварения, вот это очень круто, потому что жидкий бульон попил, горячий, да, у тебя желудок начинает работать, и потом ты еще вот эта пюрешка, это, да? В Супер. какой-то степени, да, это похоже на пюре. Так что Да, не, ну, нормально. имею в виду, как раз, то есть тебя вроде как делал, кавказцы его делают, национальное блюдо. Эпмочак. Они про эпмочак говорят. Ну, Наталья, он-то знает там, что только нет, видите, какое блюдо. Ну, я вот заметил, в принципе, да, составляющая похожа, как до этого на кюфте, только что там ягоды, вот это, скорее всего, нет у тебя здесь, да? Плюс еще Кюфте нету каких... тут. Да, В пите аучи нету, а ауча есть в кюфте. Ну, видишь как. Всем привет, хорошее настроение. А вот он, Александр, здравствуйте. Кстати, очень вкусная, Наталья пишет. Да, блин, ну реально сегодня после нашего стримчика сегодня у всех желудки такие как трансформаторы заработали, пошли варить или доедать, что вчера не доели. Нет, это очень интересно, потому что смотри, я видел тебя там на ютубе, там играешь, кооп, там нарезки, все это понятно, но видишь, то, что еще твоя любовь вот к еде, допустим, мало кто об этом знает, вот сегодня мы еще узнаем то, что, ну, разбираешься еще в этой кухне, кушаешь, пробуешь и так далее, да, почему нет, то, что некоторые там спросишь, они, кроме каких-нибудь там лапши, макарон, пицца, там, сильно-то не шарят в этом, да. Интересно. Там немецкие блюда, например, твои блюда. Я знаю, что там только бургер, да? Ой, да это бургер, это Шницель. Шницель, Не, да. бургер-то американский, да, шницель Да. именно, шницель там, по-моему. Шницель тоже не совсем немецкая. Могу тебя поправить. Да. Австрия. А у немцев какое блюдо? Тушенка? Есть
Ну, то, что картошка жареная, это понятно, да? Жареная картошка, допустим, с сосисками, там всегда немцы делают в основном на тарелке, у них идут 3 каких-то составляющих, то есть что-то с мясом, что-то с картошкой. У вас колбаса, у салатик. вас колбаса хорошая в Германии. Вы сварите Очень колбасу много, уже? очень много. Колбаса, пиво, хлеб, ты даже если не можешь представить, сколько сортов хлеба в Германии. Но об этом как-нибудь давай потом уже, а то это очень много. Ну, есть самое, что Я понял. ходовое, я бы тебе сказал, вот, допустим, это берешь, что сосиска, капуста и картофельное пюре вот на одной тарелке. Это я такой, что прям у меня быстро прям в голове так раз, немецкое как блюдо, да. Много очень есть немецкой кухни у нас. Знаешь, еще как сказать, не то, что немецкая, как вот у тебя, ты говорил, бакинска, да, или вот шакинск, то рядом, да, то есть разные регионы, разные блюда, также в Германии. Все разные регионы, да. Да, и здесь получается Германия вроде бы маленькая, но у нас от региона до региона свои традиции, своя еда. То есть, что я кушаю здесь, как национальные... Я даже здесь, где живу, не все национальные знаю местного. Вот я их пробую постепенно на каких-то праздниках, не все знаю. А если поешь в Баварию, то там вообще караул просто, да. Ну, там опять же они все такие... Там такие порции у них, покушал один раз и наповал, как у тебя с ног сваливает, да. То есть... Могу это признать, потому что у нас есть заведение, там немецкий паб считается, там дают у нас немецкие сосиски и немецкое пиво. Ну. У нас это ходовой, очень хорошо идет, людям это нравится. И да, я по вашим сосискам понимал, что там специфический вкус, очень интересный. И да, они в какой-то степени тяжелые, то есть хорошо, как у нас говорят, Адам Тохеллер, да, человека делают сытым. Да. Человека делают сытым. Да. Особенно вместе с пивом, когда. Да. Кстати, Ну, пиво у вас на высоте, не поспоришь. Пиво, у вас на да. высоте, Но у реально. нас, что рядом вот Германия пиво и рядом еще Чехия. Вот эти две страны по пиву прям ну, тяжело. То есть потом где-то в другой стране после этих двух стран пиво пить. Немецкое пиво не Хайникен. Хайникен это Голландия. Это Нидерланды у нас называется. Это Хугарден? Голландия. В Чехии? Я люблю бланш. Я люблю бланш, честно говоря. Я влюбился в бланш последние 2 года, я его пью. Чехия, самое первое, что мне прям приходит на ум, Пильзнер, Урквель. Это прям первое, что есть, потому что там специально у них очень большой завод, там тоже несколько вкусов. Много есть, там и в Праге есть, и всякое. Ну, просто в Чехии чуть своя традиция по пиву, там даже это сильно за алкоголь-то не считается, они его, блин, употребляют, будь здоров, да, то есть если вы вот в том регионе Германии, где вот я сейчас живу, так же пить пиво, как в Чехии, здесь на тебя будут говорить алкоголик, а там это нормально, то есть уровень чуть другой. Или в Баварии пиво пьют, будь здоров, то есть там даже я слаб, ну, я видел, вот летом был в августе в Баварии, как там пиво заливают, просто алярм, да, катастрофа, то есть у нас 0,5 выпил, как бы нормально, а там все после литра Но в начинается. каком плане катастрофа? Ну просто То там есть- литрами пьют, не стаканчиками, а литрами. Там кружка, литр, называется. Ты недоволен тем, как там пьют пиво. Ты считаешь, это Нет, нестандартно? нет, для Баварии это стандартно. Это для нас, для региона, где мы живем, это не стандартно. Честно говоря, для меня тоже нестандартно. Как может так пиво пить? Для меня это переход норм. Не, Честно это... говоря, для меня это переход норм. Если вкусная тема, все, ты попробуешь, ты увидишь это все, это просто, ну, первые разы, когда видишь, для тебя это просто взрыв мозга. И ты не понимаешь. Я не знаю, я сейчас чат шокирую. Если поговорить о российском производителе, какое пиво мне нравится, мне нравится Жигулевское. Серьезно? Из российского пива мне нравится Жигулевское. Из Мгм. немецкого, из зарубежного мне нравится Бланш. Мгм. Бланш хорошее такое, качественное. То есть оно не совсем тебя уничтожает, пьянит. Оно держит тебя в тонусе, просто у тебя поднимается хорошее настроение. И мозг начинает работать на 1% лучше. Мгм. Есть такое. Жигулевская, главное, на часть. Денчик, ты вот можешь подобрать. Вот ты пуля. Леночка, здравствуй. У Тима пример, а он тут. Всем привет, Олег, привет. Да, он здесь, он у меня, но я ссылочку на его премьеру постоянно в чатик забрасываю, чтобы люди заходили и будет приятно. То есть, чтобы активчик был во время премьеры у него на канале. Это обязательно актив.
помогает каналу, продвижению контента и так далее, и так далее. Ну, смотри, мы тут едой начали, перешли плавненько в пиво. Давайте, пока в чате никто тут от слюной, как сказать, выделением слюны пока никто не подавился, чтобы летального исхода не было, давай проговорим про YouTube. Давай. Как ты оказался вообще на Ютубе? Очень классный вопрос задал, я с удовольствием. Сейчас буду рассказывать. Давай. Значит, это началось с того, что где-то в 2016-17 году, ну просто, когда я включал YouTube, вот, Пуля говорит, что чудеса техники нашего Тима и там, и тут показывают. Ну, Да, вот так. как Простоквашино. И там, и тут Так передают. работает. Да, не говори. Вот, ну, я, смотря видео по моему любимому контенту, там, видеоигры и Да. рок-музыка, Вот. я натыкался на то, что больше и больше в Ютубе появляются людей, которые занимаются летсплеем Да. и стримингом. Ну, стриминг уже появился немножко позже, да, в 2016-17. Если говорить про российский YouTube, про американский YouTube, само собой, он давно образовался, чуть раньше. Вот. И я подумал, что, блин, а как сделать так, чтобы я тоже хотел бы засветиться? В принципе, я человек, который с детства играю в видеоигры. Я с детства консольщик. И первую PlayStation переиграл там все, и во второе, и у меня третья плойка тогда была. Я сижу и думаю, я говорю, черт возьми, вот реально люди занимаются хобби, стримят на Ютубе с любимой игры, комментарии ставят, общаются с зрителями. А я говорю, а что, так можно было? Как знаменитый мем есть. Говорю, а что, так можно было? Да. Что мне раньше об этом не говорили, да? А чё мне раньше об этом не говорили? То есть я человек, который, что у меня на тот момент хорошо получалось делать в жизни, это играть в видеоигры. Так почему эта тема прошла мимо меня? Я начал копать, что, как, где, что надо сделать. Конечно, я наткнулся на настройки ПК. Мне начали советовать, что купи ПК, там возьмешь OBS, запишешь, будешь Да. стримить и так далее. Нужен сильный интернет. Тогда с интернетом у меня немножко беда была, честно говоря. Он был не беспроводной, обычный Wi-Fi у меня был. И обычный Wi-Fi он только на телефон тянет. Да я не знал, как он хорошо подтянет персональный компьютер. И мне, честно говоря, не охота было все это перестраивать, настраивать, покупать. Я искал легких путей. Я для начала искал легких путей. Вдруг, если по стримлю не понравится, потом надо будет опять отдавать компьютер. Зачем? Это лишние растраты, расходы. Надо будет искать легкие пути. Вот. Теперь я один прекрасный день решил поменять PlayStation 3 на PlayStation 4. Это был конец 2017-го. Для меня это было, так скажем, переломный момент, точкой невозврата, в хорошем смысле этого слова. Я, несмотря на рецензии на PlayStation 4, просто его взял, чтобы чисто кайфовать, играть. И вдруг, перебирая настройки, я такой человек, который какой гаджет не приобрету, я начинаю перебирать настройки. Я увидел, что там есть система запуска стрима. Я говорю, не понял, что это такое. Захожу, там написано YouTube. Я говорю, охренеть. Я говорю, ну давай тогда подсадим, что ли, YouTube. Присоединим синхронизацию, сделаем учетных записей YouTube и PlayStation моего 4. Посмотрим, что этого получится. И тогда я играл и в Визим 1 на норме. Дошел до середины, сказал, ну круто, сейчас меня смотреть будут. И смотрю, 2-3 шага, 2-3 кнопки нажал, все, готово. Я смотрю, я на Ютубе, там написано вверху, что у вас трансляция. Я говорю, не могу поверить своим глазам. Я что, на Ютубе я тоже уже стример, что ли? Не, я этого не верю. Подожди. Я зашел через телефон, смотрю, реально, написано канал, там по-другому назывался у меня, я не помню как. Тим, по-моему, просто Тим как-то назывался. Да. И у меня, смотрю, и мое видео реально там. Мой голос, я через самсунговский наушник подключил к PlayStation джойстику и говорю, говорю. Говорю, вот Себастьян идет, вот стреляет, черт возьми, падла, он меня убил, зомби на меня окружают. Я говорю, охренеть, я в Ютубе. Сначала я говорю на своем... Не, сначала говорю на русском языке, а потом решил сделать контент на азербайджанском. 2-3 стрима Визина, он, по-моему, у меня остался. Я говорю на азербайджанском языке, но посмотрю, что никто не приходит. Угу. И подписчиков мало было. Сколько там? 9 подписчиков, по-моему, было у меня. Вот. Всего 9 подписчиков было. Мне друг мой
с детства. Он тут под ником Сергей Сергеевич, я не знаю, пришел. Его и зовут Эмин на самом деле, но он тут в Ютубе под ником Сергей Сергеевич. Да, Ютуб ему такой ник выставил. Видел. Он да. сказал, что давай лучше на русском говори, там комьюнити летсплейщиков и стримеров больше, да, так ты больше аудиторию Захватишь. захватишь. Мгм. Я говорю, не проблема, попытка не пытка, я ничего не теряю. Следующий стрим я уже начал делать на русском языке, и смотрю, реально, там максимум один человек, какой-то неизвестный, какой-то, не знаю, Ваня другого с конца России Да. смотрит меня. Я говорю, привет, говорит, классная игра. Я говорю, отлично, меня смотрят, надо же. Я вообще не знал, что это возможно. Так начал стримить на русском языке, это потихоньку начал набирать комьюнити, закончил Визин, перешел на God of War. Я подумал, играю премьеру тогда было, в 2018 году, God of War, я ее купил как премьеру. Короче, я играю один стрим, два стрима, ко мне вообще не заходит. Да. Я бросил, я сказал, ну нахрен, я просто так пройду тогда God of War, кажется, стрим это не мое. Потом друг меня смотивировал, сказал, что Тимоха, там по Mortal Kombat X турниры проходят. То есть, Да. если будем тренироваться, мы можем на чемпионатах устраивать, там, победители чемпионата получают определенные награды и так далее. Я говорю, хорошо, и такое даже есть. Я говорю, тогда я буду усердно тренироваться. Это мое. Кажись, судьба все карты поставила на мою сторону, что идет такое развитие геймерского спорта. И я Мгм. буду с удовольствием тренироваться. И мы с Эмином каждый день, я после работы, мы приходили друг к другу домой, ходили. И, знаешь, нам было где-то по 22, но у нас было чувство, у нас была атмосфера детей 80-90-х, когда ходили друг к другу в гости и играли Дэнди, Сега. Помнишь, да, такие времена? Конечно, конечно. Эти времена. Вот мы как будто вернулись с помощью PlayStation 4, мы вернулись в такие времена. Мы друг друга играли, два джойстика и делали агрессивные комбинации друг на друге, тренировались, так скажем, друг с помощью друга. Мгм. С персонажами Mortal Kombat. В игре Mortal Kombat X у нас были зубодробительные драки, у нас были зубодробительные стримы. Они были очень интересные, честно говоря, не в очень хорошем качестве. Они у меня есть на канале, они остались в секции Mortal Kombat. Вот. Потом. Мы начали тренироваться и стримить одновременно. И знаешь что? Это сыграло большую роль. Реально нас люди начали смотреть. Не только русские, нас начали смотреть американцы. Нас начали смотреть европейцы, немцы. Они даже писали наши, давайте, ребят, выберите того персонажа, выберите того игрока. Вы круто играете, круто играете. Правда, да, я проигрывал в плане техники, именно больше тренил своих персонажей. Но у нас матчи были, у нас стримы были зубодробительные в этом плане. Мгм. Потом у нас чемпионат еще был, в Баку проводился. Я на него попасть не смог, там у меня временный лимит был, я не смог просто физически на нем участвовать, я должен быть в другом месте. Он пошел, он справился с одним участником, один раунд, но второй раунд вдруг проиграл. Но сказал, что если я еще потренировался, было бы неплохо, но так надо будет еще потренироваться. Такой киберспорт, да? Да, начали чисто киберспортом заниматься Mortal Kombat. Потом я через определенное время забросил его. Что я начал стримить, я не помню, но через некоторое время появился трейлер, причем самый последний трейлер, я почему-то был в танке, появился трейлер Fortnite и Resident Evil 2 ремейк. Я такой, круто, они что, реально ремейк сделали? Они что, издеваются Capcom или М. это реально? То есть И я ты- посмотрел, что это реально, они издеваются, они по всем фронтам приготовили второй Резидент, ремейк второго Резидента. Они выпустили, причем к тому времени уже третий трейлер, а я, как дурачок, остался в танке. Я смотрю, дата выхода март, а уже был где-то канон Нового года. Я сказал, блин, черт возьми, ни хрена себе, но эту игру я точно должен приобрести. Я уже не знаю, какая она будет, какая она не будет. Это Резидент. Это Резидент. Это вторая часть, это легендарная часть, на которую делают ремейк. М. Если ее не поиграть, это не грех. К тому же я человек, который люблю Резидент. Я в него влюбился с 2007 года. С помощью четвертой части я познал эту игру.
Мгм. До этого я и тоже играл, просто я не знал, что это Резидент. Я просто думал, что ты играешь за девочку, которая мочит зомби. Оказывается, я Резидент играл. Ну, суть не в этом. Включил Пошел. Лара Крофт включил, да, оказалось Резидент. Было что-то типа того. Тогда Но, диски PlayStation 1 были пиратские и имели не тот материал, который был на коробке. ну да, знак В моей качества стране... лицензии. Да-да-да, я вот... Кажется, как я понял, в странах СНГ с этой проблемой часто сталкивались. То есть не только в России. У нас тоже такое было. Мы покупали диски, там какие-то пиратские гундосные переводы с закрытым носом идут Ай-яй-яй, персонажей. ай-яй-яй. Да, или там уровень где-то не прогружался, или там локация где-то не прогружалась. То есть и большинство игр, которые я забросил на PlayStation 1, это было создание ложной для меня иллюзии того, что тот или иную головоломку я не могу пройти, потому что игра пиратская или там баг, поэтому я не могу ее пройти. Оказывается, были такие игры, которые там не было пиратского бага. Там можно было пройти, просто я уже себе нашел оправдание, что игра дальше не проходится, потому что она пиратская. Но на самом деле там был нормальный ход событий, по которым нужно было найти тот самый предмет определенный и решить им определенную головоломку. Просто из-за того, что я создал иллюзию обмана для себя, что все игры багованные, их до конца нельзя пройти, некоторые игры остались вот так в ауте. Вот в этом Так ты их не прошел до жалко. конца, то есть начал играть, забросил и все. Начал играть, забросил, да. Вот тем, что я накормил себя своей же иллюзией. Вот в этом была проблема. Мало информации и насчет некачественных дисков, это, конечно. Ну, короче, получается, вот такие шаги у тебя были, то есть через игру все-таки начал с Ютубом ближе и ближе общаться, да? Благодаря играм вот этим всем. Как я понимаю. Тогда уже вот пришел Резидент 2, я начал стримить Резидент 2, тоже начал видеть, что мало человек ко мне приходит. 2-3 человека, честно говоря, приходит. Мгм. Тоже пришло уныние, не захотел играть. Но потом я пришел к тому выводу, что а что если попробовать проходить игры на последнем максимальном уровне сложности? Многие игроки это боятся делать. Именно в прямом смысле. Есть люди, которые боятся играть на высоких сложностях, проходить игру. Они считают, что это испытание, которое бросает тебе игра, которое будет портить тебе нервы, нервную систему, жизнь и так далее. Но я решил бросить вызов. Я сказал, игра, ты бросаешь мне вызов, Резидент на хардкоре, давай я тоже пройду Резидент на хардкоре. Посмотрим, что из этого получится. Я поиграл, я это постримил. И еще где-то 2-3 подписчика ко мне прибавилось. Вот, играл я, короче, это Резидент вот так, после хардкора, но и все равно я видел, что кажется, у меня все-таки не получится в Ютубе ничего добиться. У меня за месяц 2-3 подписчика приходило. Тогда я набрал где-то 15 подписчиков у меня было, я тебе скажу. Это был уже 2020 год. О, 2020 год мало было, 15 подписчиков. Затем, как это сказать, сейчас скажу. Прошло определенный промежуток времени. Прошел определенный промежуток времени. Вот у нас мы встретили Новый год, прошел Новый год 2020. Кто-нибудь скажите, напишите, пожалуйста, на моей премьере, что у меня премьера, я не могу отвечать, мне там что-то пишут. Премьера уже закончилась. А что там чат идет? А это другой уже, это же другой стрим. Это я включил, ты Need for Speed играл полгода назад. Я понял, там чат идет просто. Ну да, но он после чата еще после премьеры минутку еще идет, еще и все. Нормальная тема. Смотри. Ты Да-да. можешь там написать, что Тима на премьере у меня? Туда не пишите, меня там зовут просто. Куда тебе? Подожди. А все уже на ушло, ну нет? Все, она уже ушла. Все, уже чат выключился, больше не пишет. В чате я у тебя уже, например, ничего не могу написать. Я сколько мог писал, потом выключился, стрим закончился. То есть у тебя уже премьера прошла. Ну, думаю, обработается попозже. Еще пока 360p.
А, уже 360, уже хорошо? Ну, пока еще, пока еще. Нет, еще, думаю, часик-два пройдет, если у тебя там стрим был, сколько, 40 минут, премьерка была, там, 40 с лишним. Нет, стрим нет, это я записал с помощью OBS и поставил. Не, ну я понимаю, я имею в виду, оно же показывает премьера, как вот, да, и Да, еще да, время, да, да. время обработки еще не закончилось, то есть обрабатывается контент. Так что через час, через полтора, не раньше, потом уже будет в хорошем качестве, пока вот еще Майнкрафт такой ставит. Нормально, да. Что там в 2020 году, говоришь, ты в 2020 году смотрело там пару человек. Почему вы не смотрели Тимыча раньше? Объясните мне. Ну, не знали, значит, не знали. Ну, Я ну. себе не заявил, теперь я себе заявил, да. Теперь я себе заявил, PlayStation, YouTube, контент, тут OBS, вот эти все дела. Все, я тут. Серега, привет еще раз. Мы проводили проклятый 2020 год, провалился он пропадом. Наступил 2021. Мои дальние родственники сказали, короче, ребят, Тимон, что ты крутишься? Одни проходилки одиночные проходишь. У нас для тебя хороший материал есть, его пострим. Мы давно его играем. Игра называется Fortnite, тебе понравится. Я Мгм. говорю, ну я играл ее один раз. Ну, мне она показала какой-то мультяшный, детский, я даже не понял, как в нее играть надо. Да. Я говорю, ребят, не мое. Он говорит, мы научим, ты просто поиграй, ты сам в нее влюбишься. Мгм. Ну, короче, постримил я пару раз, поиграл и сказал, что я реально делаю успехи. Мгм. Я реально делаю успехи, я начал ее стримить. Меня нашел, и вот уже началась как где-то зеленая полоса в моей карьере. Меня нашел Ваня Hot Games. Не Hot Games, Cat Games Ваня. Да, игрокод. Код. Игрокод, Cat Games Ваня. Да. Причем, Знаем такого человека. да, причем он нашел меня не во время стрима Fortnite, а когда мой стрим-канал уже продвинул мое видео по одному из челленджей второго резидента. Как челлендж назывался «Не убивать никого». А, то есть Вот он с на физом. Ютубе тебе написал или как? Да, он говорит, что «О, крутяк, ты тоже стримишь Резидент, я тоже стримлю вторую часть». Он из-за того, что ту же игру стримил, поэтому я ему в рекомендации вышел. Вот в чем прикол. Круто же, видишь? Ютуб работает. YouTube тогда уже дал мне зеленый свет, и я обрадовался. Все, поехали. Он дал мне зеленый свет, я говорю, Вань, здорово, как поживаешь? Я вообще первый раз кого-то вижу в Ютубе, что со мной так активно разговаривал. Спасибо тебе большое. Да и, короче, у меня достаточно подписчиков. Я тебя в рекламу пустил. Я тебе посоветовал ребятам, ты стрим как стримишь. Ты Мгм. иди по своей дороге, у тебя хорошо получается. Смотивировало меня. Начал стримить. Раз, два, три. Один стрим, второй стрим, третий стрим. Уже где-то 23 человека у меня подписчиков уже стало на канале. Потом я начал делать нарезки. Заниматься. Смешные моменты из стримов Fortnite. Мгм. Прибавились человек, еще прибавились люди. Уже где-то 25-30 подписчиков прибавилось. И потом, через Cat Games так получилось. Я смотрю со мной через Discord. И тогда у меня был уже Discord. Через Discord мне пишет... Нет, через Discord мне не писал. Врать не буду. На одном из комментариев мне написал Чиканок Star Super. Реально. Мгм. Тот самый Чеканок. Да, Чиканок Star Super мне пишет. Говорит, здорово, ты тоже стример? А чё мы тебя не знаем? А чё молчишь? Я говорю, ну не знаю, ребят, я не знал о вашем существовании, вы не знали о моем существовании. Да. Я вообще не знаю, что в Ютубе, как, что, как происходит. Да. Он говорит, нормально, сейчас разберемся. Ну. Заходи ко мне в Discord канал, вот ссылка. Я зашел к нему в Discord канал, и я смотрю, я по описанию, по окнам, по рубрикам в его канале подумал, что это какой-то школьник. Почему? Короче, я открываю его окна, его чаты, которые в этом Да. Discord странице. Я открываю страницу, там написано хентаи 18+, стримы, чаты общения, опять хентаи. Я говорю, блин, мне еще какой-то школьник добавил, сейчас надо еще с ним общий язык найти, общаться. Он адекватный, неадекватный будет, я не знаю, как с ним общаться. Короче, он мне пишет, я тебе сейчас позвоню, хочу, ну, как собеседование, принятие на работу, да. Ага, понятно. Что-то типа собеседования, принятия на работу. Одну минуточку, ребят, можете сделать 3-минутную паузу? Я отвучусь, сейчас приду на Конечно, на одну конечно. минуточку. Можно? Микрофон только выключай, когда ты ходишь, говори без проблем.
Да-да, сейчас отключу, а то еще там эти звуки пойдут. Да, а то вдруг Мне не что. нужно Я это, да. сейчас нарезки у тебя врублю на канале. Ну и включая нарезки, здесь Бархатов сразу, прям, ребята, прям ссылочку. вам. Ну, Бархатов Александр, он звезда моих нарезок, Чат. что сказать. Я вообще прям тяжело сказать. Он не только у тебя, да, он везде. Он Саня, очень харизматичный, соглашусь. конечно. Правда, вот, обижаться любит на пустом месте, если он меня слышит, конечно. Пускай услышит меня. он должен слышать. Хватит обижаться уже на пустом месте. Хорош. Ладно, сейчас приду. Да, без проблем, конечно. Вот вам нарезочка, ссылочка в чате. Ссылочку поставил, нарезка где. Вот, смотри, только про него говорили, вот он, чеканок. Я не Панин, убери свои лапы от моей жопы. Дима, привет. Димон, как рука? Видал, только про него говорили, Я как включаем раз и нарезки. хочу. Вот Здесь и именно. Бархатов, здесь и Илюха. Так я нашла шланг. Опа-на. Что-то везде, и везде драйвер крутится. Там, смотри, драйвер YouTube. Ни черта, ничего не хочет с ним делать. А, это Юля Hot Games здесь в нарезках. Ё-моё, смотри. А это Данькина. Даня Везенище, да? Вот такие вот нарезки Тимыч делает. Вот 4 минуты 17 секунд. Добро пожаловать. Ссылочка, сами понимаете. Кто не видел. Олег, я закрепил свой 500. Отлично. Это очень тебя поздравляем с этим. Кстати, да, вот Сереги было на днях. Да, 500. попал ты в переплет. Самое. Это круто. Это Почему он на круто. бутылку все время приседает? Чашек я имею в виду. Поздравляю тебя с этим, Реально, потому что смотрите, он это сидит и такой приседает на порог, бутылку такой постоянно. барьер. 500-ка есть. Привет, Нано. Серега, теперь идем на Что штуку, заказала? чтобы косарь был. Теперь на штуку идем. Я когда Я 500 вижу, тебе получил, или под нутру плясать, под полгода нутру назад делаю. радостный, прям Да, вообще мне кажется, был. на И нутру сообщество открыли. Сейчас сообщество открывают после 15 подписчиков. Я сделал третий канал. И канал у меня работает сколько? Неделю, наверное. Через неделю мне открыли сообщество. 17 подписчиков. Просто я до сих пор не понимаю, что происходит. Ну ладно. Вот вам ссылочку прям сейчас поставим. Ну, это да, блин, но это только я так могу. Ссылка ну, в реально, закрепе. блин. YouTube Shorts от драйвера. Если кто-то не знает, забегайте, подписывайтесь. Буду очень рад. Сегодня у нас Тима в гостях. Тим Kenny Games. нахуй, по Смотрим башне тебе, контент. Его параллельно еще. Нет, ты будешь умирать. Общаемся. Нахуя закрывали меня, блядь, в шкафу? Серега. Серхио может. Серега молодец. Да Смотри, как постарался, прикольно то есть, мочить-то, блядь. понимаете, дело в чем в нарезке, смотри. Зайти Подожди, каждому на вот канал, он стоит найти какие-то смешные перед моменты, своим записать создателем. это все, потом это надо все смонтировать, И отредактировать. Задает несколько вопросов Молодец. о своем бытии, о своей жизни. Это, Вот, ребят, не, есть версия это выглядит всегда создателя. так очень просто, изи, Что на меня самом так деле это нифига не беспокоит, просто, и что я вы вижу по спросили? комментариям всех, кто у него были, всем огромнейшее спасибо. А кто убил Кеннеди? Все наши и больше. Моя цель 500 000. Так вперед, вперед. Это очень хорошо. Когда есть цель, нужно идти к ней. Цель, когда... О, Бархатов, Александр аж прям этот, я закричал, у меня все уж прям. Когда есть цель, сделал цель, все, переходим к следующему этапу. Всегда ставьте себе такие цели, которые чуть-чуть тяжелее, и вы их обязательно добьетесь, и потом все будете понимать, как это работает, и, соответственно, вы будете уже сильнее, и вас это будет больше мотивировать на следующий шаг, то есть на более сложное преодолевание цели. Это может привести. Теперь у нас нарезки, Мне жаль, реакции что мы не стримеров видимся на вот финал вместе. Стрей. Каким котиком Я там думала, что каким-то. мне нужно сохранить Ну, память о Юлечка, как людях, всегда, сохранить Юлечка прошлое. прям вообще Но я милота. вижу будущее в компаньонах. Сталкер, привет И еще себе. раз. Позволь мне стать, Танкист. снять это с себя. Ты был моим другом, самым лучшим, о котором я мог только мечтать. Спасибо. Ну вот, я сейчас буду реветь. Не надо реветь. Я эту игрушку пару раз видел на других каналах. Забери его с собой. Тимыч, смотрите, постарался, то есть на каждом канале был, записал это, смонтировал, и получился у него такой клип
Алло, Сколько? мото. 6.47 на реакцию. Hello. Я здесь. Wie Ребята, я geht's? вернулся. Wie geht's? Wie steht's? Вот. Так, We're here. We're here. на, wir sind hier. Wir sind here, то есть. Да, это мы здесь. Я Это sind же постоянно получается забываю финал, что говорить. ли? Смотри, я включаю тут контент, пока тебя пару секунд не было. Открывается. Плюс Небо открывается. классно, мне, кстати, вот сейчас вспомнил, вот сейчас пару слов немецких сказали. Мне это все время интересно было, то, что удивился твоя еще, ну, не любовь, а вот интерес к интернациональным каким-то языкам. Ты прям по-немецки пару слов, прям, ну, молодец. Это самое, интересует тебя вот эти, когда резидент вот на немецком языке была. Ну, блин, есть какая-то своя изюминка. Стоять. А? Не люблю на месте стоять. Не люблю на Молодец, месте стоять. Что-то молодец. новое, постоянно что-то нового хочется. Я сейчас английский учу. Ты немецкий, вон там, видишь, это самое. Молодец. На месте не стой, правильно. Здорово всем, что это у вас тут? Ахмед, привет. Интервью. Сип Геймер. Тут у нас Team Candy Games, если честно, но показываем еще, пока он тут пару секунд его не было. Смотри, пуля здесь. И наша. Интервью тут. Решил интервью дать. Просто дать Да. интервью. Дал решил. Вот так. интервью. Я вам даже больше скажу, все, кто только что к нам присоединился или кто с нами находится уже на протяжении часа, такие вещи, что показывают на канале у Драйвера или у Team Candy Games или у всех остальных наших друзей, не покажут по телевизору. Это точно. Мы А вот все... по телевизору это неинтересно, честно Мы говоря. мы все уникальные, но есть и обратная связь. Кто хорошо становится популярным на Ютубе, его как раз таки и звали на телевизор. Как бы, ну, это не должно быть целью, наоборот. Должно тебя мотивировать, сказать, здесь ты станешь популярным, а если телевизор будет звать тебя, скажешь, нет, у меня здесь своя публика, идите вы в Караганду. Так, Цель никогда не была телевизор. Моя Нет. цель не была телевизор. нет, честно не надо. говоря. Даешь Нет. народу интервью. Да, Стип, именно так. Да. Тимыч здесь рассказывает, как, что и почему. И это хорошо. И это замечательно. Мы остановились на Ютубе до сих пор еще. Ты потом рассказал, что вот встретился с Чиканогом, да, и поехало, и все понеслось у тебя вот это вот. Да. Чиканог. Хорошо напомнил, где остановился. Конечно, конечно. Короче, он мне звонит, и я слышу вместо предполагаемого мною школьного голоса, я слышу там такой: «Алло, Здоровыч! Это кто, ты, Тим Кэнди, ты?» Я говорю: «Здорово, а ты кто, Чикан?» Я сначала неправильно его назвал. Ну как сказать? Чикса я его назвал или как? Чикс. Я сейчас скажу, я помню, как его назвал. Ну-ка, давай. Мне очень интересно. Видишь, такой, кто вот сейчас эксклюзивный материал, никто это еще не слышал никогда. Тимыч никому еще не рассказывал. А Чикан где? Позовите, да, его в чат. А он пока не может, но он по-любому посмотрит повтор стрима, и я сделаю тайм-коды на этот стрим обязательно, чтобы мы легче было разобраться в будущем, да? Все будет нормально. Отличная идея. И тайм-коды ставьте, ребят. Я вам скоро стрим по этой теме сделаю. Завтра даже, может быть. Как тебе позвонил Илюха? Просто через Дискорд. Он говорит: я хочу с тобой поговорить, собеседование. Короче, я хочу сделать собеседование, одним словом, с тобой. То есть, я уже понял, что как будто меня на работу берут. То есть, я либо в группе у него, либо не я либо в сообществе, либо я в ауте. В черный список я. Шутка, Да. шутка. Он позвонил, сказал... Короче, я его не в Чика... Блин, как я его назвал? Очень интересно я его назвал, Да. Сейчас я вспомню, как его назвал. У меня даже на языке крутится имя. Просто, если я не назову, мне сейчас истерика будет. Да, не, все нормально. Ты просто рассказывай, потом вспомнишь по ходу пьесы. Короче, я его неправильно назвал, я его где-то 12 раз неправильно назвал, он 12 раз меня поправил, короче, вот так. Ну не обиделся. Так. Не обиделся. Он Э. говорит, короче, говорит: а чё, как, почему, как дела? Почему так мало подписчиков? О, он на стриме меня был. Я у него на стрим попал. Он Да. стримил Вальхалу, когда он со мной интервью делал. Я Да. вспомнил, да, вот. Да. Чикакок я его назвал. Чикакок. Чикакок, да. Но это не только Да, ты так на него Чикакок. говорил, да. Есть многие ребята, кто так говорили. Он тебе Чикатило. Чикатило, вот. Чикапукер. Не, ну просто Илюха. Короче, смотри, нормально. Он на стриме, да, говорит, что у тебя мало подписчиков? Вопрос.
Чё Как такое? дела? Кто вообще такой? Откуда будешь? Вот. Как это вот? Ты раньше в другой двор, когда заходил, ты кто такой? Откуда будешь? Зачем зашел? Ржавого знаешь, корявого знаешь, надо получать двоечку. Вот типа такого разговора будет. И он, короче, говорит, что чё, как сам, откуда? Чё решил постримить? На ютубе что делаешь? Я говорю, вот решил стать стримером. Мое хобби это видеоигры. Я люблю играть в видеоигры. Также я люблю вам показывать видеоигры. Ну, Да. а разговор начался с видеоигр. Закончился, мы уже дошли о вопросе нашего бытия, о большом взрыве, о существовании Бога и так далее. Вот растянулся наш разговор. Мгм. И Ну, он то в конце есть- сказал, что... Он в конце сказал, да, Тим, ты очень мировоззрительный, с тобой очень интересно разговаривать. Я такого человека редко вижу, да, с кем можно так поговорить. Я говорю, ну, Согласен. я просто излагаю тебе все, что у меня есть в голове. Все, что... Какое мировоззрение у меня в голове есть, я все тебе излагаю. Какой вопрос ты мне задаешь, я тебе его отвечаю. Мгм. Без проблем. Он говорит, ребят, короче, подписывайтесь на Тим Кэнди, очень интересный человек. Надеюсь, он также будет развеет и свой канал в плане интересности. Так что давай, мы ждем от тебя мега-килл. Мгм. В плане того, что мега-контента мы от тебя ждем. Я говорю, хорошо, Чикан, ты меня смотивировал, сейчас буду делать все, что в моих руках. И пошло-поехало. На хардкоре игры, нарезки на хардкоре, онлайн игры, Fortnite, Apex, Мгм. тоже нарезки. Да-да. Смешные моменты, я люблю смешные моменты, и сам сказать. Потом ты подключился, ты, оказывается, тоже был в этом сообществе. Да. Ты подключился, Да-да. Чекам подключил, там кто еще был? Даня Везинище. Мгм. Все подключились, короче. И когда я уже был в этом сообществе, я уже начал делать серьезные челленджи, там, пройти Визин на Акуме, пройти Resident Evil на последней жуткой деревне, на уровне сложности жуткой деревни, последний 8-й Village. Вот так пошло-поехало потихоньку, и вот я здесь с вами, и я рад, что вы меня поддержали, ребята. То есть без вас, я не знаю, у меня ничего не получилось бы. Я рад, что у меня такие ютуберские знакомые друзья есть. Ну, супер, это же прям тоже и нам приятно, и так же самое, я когда-то с Илюхой познакомился, еще и ВКонтакте познакомился, и то же самое пошло-поехало, понеслось, уже вот летом будет 2 года уже, наверное, да, будет уже как бы не 3, время летит вообще ужасно быстро. Да, Стареем. стареем, да стареем-то бог с ним, ты все время в душе, как ты в душе молодой, как ты себя чувствуешь, что столько тебе и лет, а то, что там в паспорте стоит, это все формальности, я бы сказал, то есть оставайся бодрячком, чувствуй себя комфортно в любой ситуации, если тебе ситуация некомфортна, меняй что-то в этой ситуации, ты рулишь, да, то есть твоя жизнь, твоя судьба, ты должен делать. Четко. Следующий вопрос. Ну, я понял, что вот если бы не Илюха, ты видишь, Илюха нас всех, в принципе, познакомил между собой. Илюха также меня познакомил с Серегой, с Саней, блин, и со всеми, Стип Геймер, и, блин, все, кто в чате сегодня был, со всеми я, можно сказать, познакомился благодаря Илюхе. Илюха вообще позитивный и хороший чувак. Ахмед. Нас собрал, я не знаю, без Ильюхи мы, наверное, друг друга не знали, ребята. На самом Да, деле. я тоже, у меня первые полгода канал тоже еле-еле работал, тяжело, потому что ты сам знаешь, что мы прошли. Первые 100 подписчиков это вообще праздник, потому что когда ты только Это был начинаешь... очень большой праздник. Для меня это был очень сильный праздник. Да, я Когда помню, я мы тебе там добивали это все дело, потому что тебе, когда никто не знает, никто не будет заходить смотреть, кто-то, что ты, почему ты. Сейчас уже другая песня, сейчас ты уже идешь на 500-ку, так что тебе в этом плане я желаю, чтобы прям через месяца 2-3, чтобы я 500 видел у тебя в разделе подписчиков, да, число. Это Буду стараться на полную мощь. Давай, Спасибо давай. большое. Честно говоря, это моя цель тоже. Мне интересно будет добить 500. У меня получится, не получится. Я очень хочу добить. Получится. После 500 до штуки прям полетело. Только надо стараться здесь, в этом плане. То есть кто-то говорит ежедневно не надо, но я вижу большое будущее в твоих нарезках, если честно. Ты просто должен больше этому уделять внимание. Послушай, ну, мой такой совет маленький. Совет, это, конечно, нехорошо, но больше нарезок, Совет чем... это хорошая вещь. Почему не Больше, я думаю, все-таки ты больше на нарезках выйдешь, чем на стримах. То есть стрим это хорошо, делай периодически, чтобы общаться с чатом, да, вот так вот, это клево. Но нарезками твоими как раз таки, чтобы прям
попробуй себя в этом деле, я имею в виду, поплотнее возьмись, то есть вот твои 5-10 минут и по несколько раз в неделю, что прям, да, не раз в неделю видос, там вам мало очень, для Ютуба очень мало, потому что каждый день выходит волна большая контента на Ютуб, и тебе тяжело, то есть увидеть кому-то новенькому, да, потому что если ты будешь раз в неделю выпускать, это будет вообще просто нереально. Чуть не в ежедневном ритме, я вот сейчас ежедневно влогом это тебе могу доказать, что это работает. Это, к сожалению, тяжело, не так просто всегда, но это работает. И тебе в плане нарезок усовершенствоваться, потому что за этим, я чувствую, у тебя будет прям такое будущее. Что-то есть в этом. Я, конечно, не цыганка, но ладно. У меня вопрос к тебе следующий. Твоя любовь к PlayStation, потому что я видел у тебя PlayStation 4, правильно? Есть консоль. Ты Есть такое. сказал третья у тебя нету, как я понимаю, с твоего разговора. Ты ее продал, скорее всего, или как это получилось? Ну, то есть у тебя сейчас PlayStation 4 как основная консоль и компьютер, правильно? Ее я тоже продал, в принципе. Денежки нужны были. Серьезно? Сейчас у меня только ПК, да. Да ладно, ну вот, ё-моё. Как так, ребята? Я вот наоборот PlayStation 4 думал купить, ты говоришь, продал. Нет, просто все-таки у тебя основной твой контент на канале это PlayStation, игры были с PlayStation, правильно? Там Fortnite. Я стримил с них, потому что для меня PlayStation 4 был как аппарат для стриминга и как консоль, на которой я играю 2 в 1. Да. Функционал PlayStation 4, он обширный, ты, наверное, лучше меня знаешь. Нет. Вот я с помощью него и стримил, и... У меня нет такие PlayStation дела. 4, я тебе про нее ничего не могу сказать. Вот Серега Халигали Гейминг, у него есть PlayStation 4, он про нее больше знает. У меня PlayStation 4, к сожалению, нет. У меня PlayStation 3, 2 штуки. Да. Четверки у меня нет пока. Зачем 2? Зачем так? Ну, потому что одна стоит на основном телевизоре, а вторую мне пришлось купить на компьютер посадить здесь, чтобы... Я же, когда PlayStation 3 драйвер играл, то есть у меня карта захвата, PlayStation 3 поставил здесь возле компьютера прям, да? Она стоит у нас копейки, Тимыч. Я просто совершенно случайно ехал с работы и купил ее прям. Я даже этого сам не ожидал. На это, в принципе, цена падает уже на... Да. PlayStation. Нет, я вот так же самое, если повезет, мне куплю хорошую четвертую PlayStation, чтобы была. У меня такой консоли никогда не было, я у всех смотрел, самого никогда не было. Игр на нее море, сам знаешь, о чем я тебе рассказывать. Так что... Любовь закончилась, когда закрыли магазин PlayStation Store, пишет Стип. Но это... Да, это... Я как бы с этим не... Видишь, у меня-то такого ничего не закрывали, как бы мне без разницы это... И с другой стороны, я любитель купить, чтобы диск был игры, то есть именно аналог, да, именно чтобы у меня был диск в руке. Вот эти вот игры в виртуальном мире, все это я пока далек от этого, и все равно, если у тебя не будет интернета, не будет электронного какого-то дохода, у тебя игр не будет, правильно? Вот это все закрыто или не открыто, или не купил. А именно, чтобы на диске была игра. Вот, я про это. Из-за этого у меня большая коллекция игр на диске, и мне не нужен интернет для PlayStation 3. Мне нужно, чтобы было электричество, карта захвата подсоединяешь и поехали, да? Как-то так. Захвата на оптимальная идея для того, чтобы стримить игры с PlayStation старых. Но Отлично. Степыч мне говорил, что там якобы разрешение будет Да. мыльное, если особенно PlayStation 2.1 взять. Да, нормально все там будет. Все нормально. Все работает. Как бы там ни было. Я Ну, не знаю, догадался ну, тогда. 3, Да. не, я 3 купил, у меня же 3 получается там вот этот HDMI уже сигнал, то есть на тройке. А, есть такой кабель, конечно, есть. Да, такой да, кабель. и у меня сначала там получается в были карте захвата цветочек, вставляется. то сначала цветочек был, потом HDMI. Да, ну это видишь, двойка, я не знаю, там чуть по-другому, но все работает. То есть пацаны же сделают стримы, сделают и с первой PlayStation, и с третьей, и со второй. Так что все нормально. Лёга пишет, нарежь меня, пожалуйста. А в какой игре он хочет, чтобы я ее нарезал? Что? Тим, нарежь. Ну просто возьми какие-нибудь моменты у Сереги там на канале, посмотри, сделай нарезочку, ему будет видос. Порадуешь человека, будет сделать тебе все такое, если тебе не трудно на днях. У Сереги на канале контента хватает. Посмотри там где-нибудь, у него нарезки сделай с того, где он игры какие-то обозревает, свои последние консоли там, или первые видосы у него там есть, где он PlayStation ремонтировал. Возьми чуть-чуть по кусочку. Что мне тебе рассказывать? Ты сам в этом мастер, правильно? Эта тематика, мне вот интересно было. Я раньше, если знал бы, все консоли PlayStation оставил бы у себя, как коллекционер. Просто после этого оставлять четверку какой смысл? Например, если у меня был первый, второй, третий PlayStation, я бы оставил на заднюю полку поставил, как задний фон. А так у меня только четверка осталась. Да, я думаю, еще Смысл купишь. нет. Купишь.
Что то они недорогие, купишь еще, чтобы было. Потому что все-таки хорошая штучка. Я не знаю, мне почему-то не время такое было, когда 4 пошла, у меня пошла семья, и как-то я это стороной обошел. А сейчас 5 я смотрел, ну, конечно, все красиво, но меня больше всего это выбивает, что без интернета никак. А я хочу играть, то есть именно диск поставил, что без интернета, да, аналог, то есть оффлайн играть. То есть на 4. С приводом, по-моему, и без привода, да, PlayStation, нет? Есть и так, и так. Есть и так, и так. Есть и то, и то. С приводом вариант дороже всегда. Ну, просто сам видел, да, интернета у людей нету без привода. То есть интернет выключили, и все, они играть не могут. Я про это имею в виду, да. То есть это такие вещи там, ну, лучше, конечно же, вот диск вставил, диск свой, да, и поехали. У тебя есть диск, у тебя есть, соответственно, игра работает, все, какие проблемы. Скачай себе через торрент там что-то. Да, На компьютер старенькую какую-то и играй. Оффлайн играй для себя. конечно. Ну, такой нет. Я даже диск... Я любитель вот этих дисков, такой старомодник. Хотя вот Steam себе сделал аккаунт. Опять же, Илюха посоветовал. Вот сделал... Это Steam есть у меня, как бы. Там пару игр есть. Ну, есть. А на PlayStation, говорю, у меня коллекция есть. Если я сейчас 4 себе возьму, то можете себе представить, я в течение года себе опять возьму 60-70 игр насобираю, чтобы они были именно в диске, да, то есть на дисках все это было. Я как-то не знаю, вот мне это нравится, что они на полочке есть, как вот книжки, как библиотека книг у меня есть там, допустим, книги, да, очень много разных игр. Так же самое будет у меня тема, допустим, игры на PlayStation 4, наберу прям отряд, будет стоять таких игр этих. Именно не в виртуальном формате, а чтобы вот у тебя было в руке, чтобы можно подержать, потрогать, посмотреть, чтобы без царапин, чтобы книжечка, все, чтобы документы все на них были, да, вот такой вот коллекционер такой, маленький коллекционер такой, конечно, не как Серега, но... У меня с коллекцией немножко туго будет, у нас квартира немножко маленькая, поэтому я не мог бы даже все поместить. Поэтому... Ну, да. Так вроде живем. Так живем вроде. Не Нормально, жалуюсь. нормально. Ну, ты живешь как, один в квартире или с родителями живешь в квартире или как? Я живу с родителями, из-за того, что я пока не построил семью, поэтому... А, Мне, понятно. честно говоря, иногда хочется переехать, то есть уже хочется одному побыть. Ну, у нас, как бы, увидишь, у нас это нормальная тема, то есть, если даже там после 20, там, 25 уже сами как-то переезжают дети и живут сами по себе, там, Можно жить, пока... даже если семьи нет, все равно переезжают как-то, ну, и живут. И все равно надо самостоятельным быть, становиться. Я не помню, мне сколько лет, 20-23, наверное, тоже переехал как-то в начале еще прям. С одной стороны, переехать, у тебя своя голова, у тебя свой покой, свои заботы будут. Да, с одной стороны, хорошо. Но с другой стороны, в какой-то степени лентяй. То есть с утра завтрак, обед обед в середине дня, ужин. А это кто будет делать? С какой-то степени я лентяй, поэтому не могу Ну сказать. да, что ну это- понимаешь уже, то есть надо будет тебе самому за собой смотреть, следить. А так я с этим проблемой не сталкиваюсь, да, в данный момент. Поэтому своя комната, мой маленький мир. Здесь сижу, короче, свои дела делаю, выхожу, гуляю там, воздухом дышу, возвращаюсь. Все правильно, все правильно. Это все верно. То есть что-то в этом есть. Я вот смотрел у тебя, пока ты отходил на пару секунд, шорт у тебя был прям недавно, где снега у вас там вывалило, да? Я прям обалдел, думаю. Еще как. У тебя снега выпалило, Да, лёд как был. у нашего медведь с пивом канала, у него там снег, Сибирь, и у тебя столько снега вывалило. Я все время почему-то думал, что у вас тепло зимой тоже. Для нас это праздник. У нас редко когда так снег вываливал. Да. Рекорд был 2008 год. Круто. Рекордсмен. После этого так нормально снег не вываливал. Мгм. И когда вот опять пошел снег на днях, да, когда я шорты вырежу, для нас это был праздник, честно скажу. У нас снег не так часто встретишь. Ну да, то есть сейчас вот снег вот он у вас высыпался, он теперь уже весь растаял, или все-таки еще есть по бокам, там поля, там лужайки? Полностью растаял, конечно, мы полностью... А за вообще 2-3 больше дня нету, вообще больше полностью нет снега. Нет, в грязь слякоть немножко превратился, но потом все растаял. О, ё-моё. Сколько еще в данный момент температура сегодня? Сейчас температура 1 градус, ветер и очень холодно, морозно. Ну, короче, Сейчас. как и у нас в Германии. То же самое. У нас аналогичная температура, у нас прям сейчас вот в будущей неделе будут морозы ночью, снег, который выпал 3 дня назад, уже все подтаяло, так местами лежит, где вот на полях, где все время холодно было, или в тени где-нибудь, да, в лесу.
Но в городе все. В городе все настаивало. В городе трафик, машины, Да. канализация, там тепло, из-под земли тепло идет, потому что метро работает. Там- Это все факторы же. Ну да. Ну, метро, если есть, да, вот у тебя там большой город, и там метро есть, все есть. У меня город такой маленький, где живу, даже метро нет. Ну и как бы и хорошо. Меньше грязи, ну, меньше город, меньше мусора, я так всегда говорю. Не, метро, честно говоря, я против личных машин. Я за хороший общественный транспорт. Если в город оснащен хорошим общественным транспортом, то я считаю, и машины не нужны. Но Мгм. если общественный транспорт в общем хреновом состоянии, то приходится приобретать личные машины, то есть никуда не деться. Да. Ну, у нас, видишь, как вот тоже так вот. Да, в больших городах это нормальная тема. То есть, если бы ты где-то в большом городе жил, а так-то большинство-то городов, которые мелкие, без личного какого-то транспорта, тяжело тебе там, да, передвигаться, там, то все на работу, в магазин, там, я не знаю, ну, всяко бывает. И как бы, не знаю, у вас по населению это город-то не маленький, как бы, да, все-таки столица еще, тем более, у тебя с общественным транспортом, я думаю, в городе проблем нет, как таковых, правильно? Общественный транспорт, у нас автобусы работают на высоком уровне. О, ну Я все, открыто скажу, честно, да. шикарно. Работа у нас автобусы у нас работают на высоком уровне. У нас оплата автобусом также карточкой уже нормально идет, все стабильно. Мгм. Всё. Ну, то есть уже там прям как пришел, банковская карточка приложил, все, билет купил, поехал. Да. Класс. Баку-карт, бас-карт или как называется. Я не Да. пользуюсь, честно говоря, этим. Но Ну, Те, кто есть. пользуется, Нет, знают, главное, да. что оно есть, люди пользуются, все работает, все шикарно. метро чистое, автобус нормальный, чистый, самое главное. Люди нормально сидят в автобусе, кто книжку читает, кто телефон. То есть это уже... Раньше этого не было, честно говоря, но сейчас это уже развивается. Это уже у нас хорошо развивается. Но у нас проблемы такси. Что, с такси дорого Сейчас стало? в данный момент нет. У нас, об этом даже в новостях у нас писали, то есть это уже все знают. У нас Bolt компания есть, Bolt. Да. Там какие-то непонятные таксисты под опьянением разных напитков приходят, садятся и, короче, уже пару раз инцидент был. Сейчас более-менее это уже замяли. То есть уже нормальных ребят берут. Офигеть. Ну, вообще, под такими вещами, как бы за руль садиться, это уже убийца, да? Так, у нас в этом плане проверки не было. Таксистов не проверяли. Кто приходил в проходной двор? Я хочу поработать таксистом. Да, хорошо. И все старые Toyota Prius, то, что есть, их водят. Водят, короче, поводил 2-3... Один день, второй день, третий день, четвертый день, таданг авария. Что случилось? Не знаю, я что-то выпил, я что-то покурил, поэтому так было, я не могу выспаться, поэтому я бизон пью, не знаю, бизон энерджи какой-то напиток. Он у вас есть? Нет, у нас есть бизон энерджи. Это Мгм. смесь Red Bull и алкоголя. Его пьют, короче, и ездят. Ужасно. Вот это да. Вот эта информация рассказал. Я думал, сейчас на такси приеду, вас покатаюсь. Ну, что теперь будем на не автобусе. советую. Лучше на автобусе. Uber хороший. Корпорация Uber у нас на высоком уровне. Мгм. Таксисты Uber у нас на высоком уровне. Я не жалуюсь, я всегда даже им 5 ставлю. А вот корпорация Bolt у нас, Bolt называется, она у нас на очень низком уровне. Вот 5, кстати, ставишь. Раз такое дело, ты часто вообще пользуешься услугой такси? То есть часто на такси передвигаешься? Или все-таки это такое что-то далекое от тебя, абстрактное? Не совсем далекое, но и не совсем близкое, драйвер, понимаешь? Я сам шофер, я сам использую свою личную машину, личное средство передвижения. Но иногда, когда зовут попить или когда голова болит после работы, не хочется водить, я использую, конечно, услуги такси. Да. Это очень удобно. Почему бы и нет? Ну, это хорошо, что да. Ну, то есть... Да. Но говори. работа не связана как-то с автомобилем, то есть ты не постоянно за рулем. То есть за рулем именно только когда тебе Нет, нужно. работа не связана так сильно с автомобилем. В основном я сижу и печатаю что-то. Вот так. Ну, понятно. Короче, Коммутация. бюро. Мгм. Газета. Короче, у нас тут есть в газете человек работает. Все, мы тебя раскусили. Ха. Молодец. Есть такое, что-то Репортажи. похоже, что-то типа на Репортажи сочиняет, такие статейки маленькие. Молодец. Нет, хорошо, то есть, видишь, большой город, общественный транспорт, если все-таки на уровне, на определенном, то это классно. Это очень, очень клево. Я вот, когда в большие города посещаю, я всегда поражаюсь, когда, знаешь, вот это вот суета, очень много народу, движение прям сотнями тысяч людей в одну сторону, в другую, вправо, влево.
и не происходит аварии, ты просто смотришь на этот кипиш, знаешь, вот как вот, мне это напоминает, такой тебе сейчас быстренько бы ассоциацию, как вот муравейник. Ты вот на муравейник, понаблюдай на муравейник, когда много муравьев, они все работают, двигаются. И никто- Я большое яблоко, центр Нью-Йорка и так далее. Да, а там нет такого, да. Шанхай, Никакого Шанхай. такой потасовок нет, аварий никаких не происходит. То есть вот час пик, rush-hour, да, все вот это работает и четко, У нас да. в плане передвижения на ногах час пик может быть только в метро и на дорогах. Где-то с часу дня он начинается с 2 часов дня и даже бывает до 6-7 вечера, вот так. Обалдеть. Ну, Машин у нас очень много. Транспорта у нас Хватает. очень много. Хватает даже. Город не такой уж большой, не чересчур мегаполис, как Нью-Йорк или Москва. Угу. И поэтому каждый покупает. В городе всегда так весело. Я, допустим, вот любитель нашего славного города Амстердам. Он в соседней стране, в Голландии находится. Я в этой столице был раз 15, наверное. Я его просто обожаю. Вот этот город такой энергетический. Энергетика такая какая-то своя есть в городе. И знаешь, вот что мне нравится в нем, ты в любой день недели Насколько я знаю. в любой день недели приедешь в этот город, в Амстердам, да, и все время там движение, то есть все время движуха. Что-то у нас тут стримчик так подвис, замерз. Да, стрим, по-моему, вылетел, не замерз. Че, у меня стоит, главное, трансляция идет, ОБС все работает, а что произошло, я не могу понять. Что такое? Ах, не сдаемся до последнего. Я надеюсь, что интернет... Тумчиком проблемы, наверное. Сейчас интернет работает же. Я надеюсь, у меня интернет не выключили. Стоит, все включено, все соединено. Но я не знаю, что происходит. Или интернет, вернись к нам, пожалуйста. Смотри. А, вот, пошел. Фу, работает все. Он покрутился, все работает. Я здесь. Напиши что-нибудь в чатике. В чатике что-нибудь. Бывает. Да, бывает такое. У меня такое было один раз, вырубило здесь все. Блин, это вообще будет жесть, конечно, да. Но что поделать, ничто не поделаешь. Энергетика города. Есть какая-то такая определенная, чтобы ты сказал, допустим, если долго находишься в городе, то есть в деревне где-нибудь, потому чтобы успокоиться там и что-то такое. Есть или как определенная энергетика вот у вас в городе, в столице Баку, да? Энергетика, так тебе скажу, в каком плане энергетика? Ну, какая-то энергетика определенно, то есть после долгого нахождения в городе, чтобы тебе как бы, ну, за городом отдохнуть там от всего этого, да, вот это вот кипиш. Часто бывает, честно говоря. Да, эти звуки А то этого машин, всякого сигналы движения, постоянно. шум, вот это вот все. Я не знаю. Это присутствует, это существует. Вот движение, шум, да. Там пабы иногда зарубежные есть. Играют, танцуют там. Да. Ну, то есть, Рестораны с музыкой есть такое. Шума много в городе, согласен. Сигналы, мигналы, сигнализации, сирены. Шума много. Хочется абстрагироваться иногда и просто поехать в загород, где-то в деревню. Мы это район называем, но у нас по общему понятию деревня считается. Где-то в деревню хочется поехать ближайшую. И там побыть один на один с природой. где тише. Кемпинг сделать или же О. рыбку половить. Я люблю такие вещи. Круто. Рыбка это мое. Ловить рыбку это мое. Вот, То есть ты люблю. еще и рыбак? Любитель. Не профессионал, но любитель. Не, ну так, не, никто не говорит профессионал. То есть, все-таки для меня это, потому что такое хобби, которое все-таки более-менее скучновато, я не знаю, то есть, я пробовал себя в этом, но нет, реально, я говорю, вот кто это реально любит заниматься этим, занимайтесь, то есть, я не буду туда лезть. Терпения нету, что ли? Иногда нету. Ну, я говорю, я пробовал себя в этом, мне что-то не очень понравилось. Вроде бы как-то идет что-то, но это не то, то есть не мое. Я думаю, я за это время лучше бы что-нибудь другое сделал, но для меня более серьезно. У меня есть люди, кто вот любит этим заниматься, там, знакомые, там, друзья, ездят на рыбалку, там, у кого-то там, я потом лучше рыбку возьму. Я люблю рыбку потом закоптить. Вот это мое. А рыбалка, я не знаю, как... Жареную рыбу, она под водку хорошо идет. О, видишь. Вот, уже рецепт. Просто, ну не знаю, кому-то скучновато, кому-то нет. Я говорю, блин, я за пару часов за этих, я лучше что-нибудь, наверное, другое сделал. Я как там в определенный момент к этому пришел, к этой мысли. И все.
и успокоился. Потому что, ну, я пробовал, ездили на рыбалку, все. Вот на рыбалку чисто ради общения, знаешь, так вот, приехать на рыбалку, так пообщаться, там, посидеть, там, ля-ля, тополя, вот это вот костерчик пожечь, там, вот так просто на природе. Вот это прям да. Это прям, почему бы и нет. То есть это то же самое общение, что мы здесь сидим, общаемся на улице, на природе, где-нибудь вдали от города, вообще прям далеко там. Это другое дело. Есть такое. И лично Есть. я это люблю. То есть поехать где-то вдали от города, в лес, там шашлычок сделать. И в какой-то степени это отдых славянских народов. У нас большинство это не делают. У нас Нет? любят. Не принято так. Ну, Нет. нет такой традиции какой-то там. Такой традиции я, как заметил, только у меня. Потому что я редко видел, что на выходные поехали бы в ближайшую там деревушку или за город, там сделали бы костерчик, кебабчик, шашлычок или порыбачили бы. В основном думают, как у нас пабов много, кстати. У нас любят в паб ходить, Ну, там пиво, орешки, в чипсы. ресторан вот это вот. ходить. Да, пиво, орешки, чипсы. В паб любят Блин. ходить, водку любят и в ресторан любят идти. Как у А- нас называется? Ебичмай. В Да, ресторан любят да. идти. Ну, в ресторане, наверное, тоже пока кушаешь, там музыка живая есть, я так понимаю. Да, у нас такой отдых любят. Отдых, да. Ну, я Да. за активный отдых. Если отдых, то, не знаю, лучше пойти где-то в футбол поиграть, в бейсбол поиграть. Картинг. У нас картинг хорошо развит, кстати. О, картинг, о, не надо за живое, не надо, пожалуйста, прям в сердце. Картинг это прям тема. Там можно сейчас так вымотаться, вообще неделю вспоминать будешь, что ты Ну, делал. можно, но это круто. Это, во-первых, проверка твоего опыта вождения. Во-вторых, это реально ты сбрасываешь негатив, стресс после Да. работы. И Стресс. ты оттачиваешь свой опыт. Ты оттачиваешь свой навык. Да. Меня когда зовут, я Да, если в такая этом тема предложении я никогда не отказываю. То есть, если картинг, ребят, я с удовольствием, я всегда это говорю. сколько раз уже ездил, если честно, так вот как пилотом Да, прям на ездить картинге. много было. Где-то, не знаю, 9-10 раз ездил, да, я. Ну, неплохой результат у меня был. Это хорошо. Картинг это прям, да, вот если у кого-то есть картинг, и у вас какие-то проблемы, там, не знаю, хотите отлучиться, чтобы развеяться, переключиться с проблем на нормальные позитивные мысли, картинг это прям то. Потому что я тоже первый раз, когда проехался, я такой, ничего себе, такие эмоции вас испытываешь. Эмоционально у тебя какой-то там взрыв происходит, эмоции там прям, ну, кайфуешь от этого, прям получил удовольствие, да, то есть проехался, Занял вообще шикарно. да, супер. У нас, допустим, есть крытая трасса. Мы были на открытой трассе. У меня даже есть видос на драйвер гараж. Я на открытой трассе ездил под открытым небом на карте, да. Это прям... Я там перестарался чуть-чуть, меня как выбросило прям. И там, знаешь, так вот трава, земля, вот эта вот щебеночка такая. Меня прям выбросило, как вот этот водитель Формулы-1. Можно было. И тебе это все в лицо так летит, прям Как настоящий. это так можно было тебя выбросить-то? О. Ты так какой скоростью врезался-то? Там что-то 65 ехал, 60-65 ехал, там прям скорость хорошая, да. Ну там шины же ставят, Там как стена нет, ограждения. там шины стоят только возле финиша, возле старта, возле финиша шины есть, а на открытом этом, там получается трасса открытая, она Ты плоская. можешь вылететь и получить себе огромные увечья, то есть уже страховка там нет, что ли, никакой? Какая там страховка, там нормально все, там настоящие живые эмоции. Садишься за руль, вперед из песни. И мы приехали, было градусов, наверное, 27-28, то есть я первую минуту начал сразу же потеть, вот это все жарище, да, и открываешь визор, потому что дышать-то нечем, оказалось сильно, потому что воздух горячий, если ты едешь за кем-то сильно близко, от этого картинга идет тепло, да, жар, и потом начинаешь замедляться в поворотах, особенно в каких-то там ситуациях, у тебя мотор-то сзади за спиной прям получается, и там сбоку здесь стоял глушитель, и он все, вот это вот жар с него идет, и прям такая духовка на колесах, да. Очень весело было. Так что всем советую. Тимыч тоже Жарковато. советует. Картинг это такая Жарковато. штука. Жарковато было, весело. Вот, допустим, когда в крытом помещении есть картинг, где, ну, как это те... У нас, говорят, хали, когда закрыто, то есть у тебя крыша, все. Там, во-первых, шумно, во-вторых, трасса очень короткая, маленькая, да. Потому что, вот смотри, у нас в закрытом картинге, да, в закрытом помещении, вот ты, когда покупаешь, там, 15 минут, да, то есть ты начинаешь ездить, а 15 минут круг, вот ты ездишь.
потом еще потом 15 минут. Или ты сразу проплачешь полчаса, ездишь 2 раза по 15 и выбираешь, когда тебе ехать. А ты устаешь, во-первых, после 15 минут сильно, и во-вторых, когда маленькая трасса крытая, у тебя там 14, 15, 16 кругов, там, а то кто-то успевает и 20 проехать, но у тебя очень много поворотов, это занимает очень много силы, то есть физическая нагрузка, прям, ну, кто это недооценивает, попробуйте, вы поймете, о чем я сейчас говорю. А на большой трассе, на открытой, там, да, она до того большая, то есть там 3-4 круга и приехали, 15 минут прошло, да? И это круто, ну, по-своему круто, потому что там есть пару поворотов, там есть... Твой лимитер. У нас Длинная- всегда определенный лимитер. Да, длинная какая-то прямая, знаешь, где можно разогнаться. И вот после этой хорошей прямой есть обязательно такой поворот, что тебе надо там реально как-то сбросить скорость. И я вот один раз толком скорость не успел сбросить, а в картинге тормозить это как бы опасная вещь. То есть начинаешь, там тормоза используют трусы, но я до того быстро шел, что взял тормоз и улетел, соответственно, как куда положено. На В что повороте тормоз нажал или просто на скорости? Перед решил поворотом я его чуть пережал, и колеса начали блокировать, и я уже потом ничего не успел сделать. И меня тормоз? выбросило. Не, я уже, когда... Если резкий поворот, я сначала отпускаю газ, потом Да. заезжаю в поворот, нажимаю резко тормоз. Но если вижу, что уже поворот не вписываюсь, уже надо все-таки заранее нажимать тормоз, потом резко газ, вот так. Да. Ну, в повороте жать, во-первых, тормоз нельзя. Это самый первый косяк. У тебя нету антиблокировки на колесах. И антиблокировки раз нету, когда у тебя резина нагревается нормальная температура, чуть-чуть больше пережал тормоз, колеса блокируются, и потом уже любая попытка что-то вернуть в нормальное русло, она тебе только хуже делает, да. То есть лучше просто раньше начинать убирать газ, чтобы просто торможением мотора это все сделать. Поворачиваешь, как только ты чувствуешь, что начинает дорога выравниваться, и опять газ палас. Потому что там вообще как бы нормально, кто пацаны ездят, я у нас видел, то есть тормоз толком никто и не использует вообще. То есть тормоз, когда вот до финиша подъезжают уже, когда уже, да, приехали на финиш, когда в бокс заезжать, паркуешь карты свои, да, тогда уже тормозят. А так все едут просто газ, или газ ты даешь полностью, или убираешь его на чуть-чуть, чтобы просто физически скорость бросить на карте, и только поворот начинает опять выравниваться, и опять газ палас, как бы, да. Дрифт, вот, мне понравился очень дрифт на карте, это прям вообще кайф был такой, да, и единственное, конечно, был минус, это было в крытом помещении, тебе прям в лицо летит резина от впереди идущего чувака, и это не всегда приятно, а так, карта это да, вот видишь, это общая тема такая, карта. Жаловаться-то, там уже шлемы, там говорят, то, что мазут, мелкие капли, они летят, они на шлем же летят. То, что Ну, и беспокоиться. когда жарко было, я визор приоткрыл, у меня даже было маленький визор приоткрыто чуть-чуть совсем, и все равно попало аж прям, да, ну, то есть залетело прям в это маленькое окошко, если совсем закроешь, Зимой, летом одним цветом. Я всегда дышать закрываю визор. темно. Да? Я всегда закрываю, да. Не, я... Безопасность превыше всего. Я знаю. Не, ну у меня он так чуть-чуть был приоткрыт. У нас ездит много с открытым, но я не рискую. Я призакрываю, особенно когда в крытом ты едешь, у тебя сильно близко впереди идущий, то есть ты частенько едешь кому-то прям вот здесь он, да, вот 10 сантиметров от тебя, там какой-нибудь мелкий камушек или резина у него просто начинает резина отслаиваться, какие-нибудь мелкие кусочки резины получишь в лицо. Ну, не очень приятно. Ну, круто. Поскольку я на байке двигаюсь, у тебя есть вообще двухколесная техника или только автомобиль? Четырехколесной техникой. Только автомобиль, да. То есть вообще нравятся мотоциклы или, как сказал, нет, все-таки это не мое. Мне это... нравятся мотоциклы, просто мне не было возможности хотя бы 5 минут или 10 минут на нем поводить. Нету знакомых, которые водят мотоцикл. А если был бы знакомый, я попросил в обязательном порядке его научить меня поводить мотоцикл, потому что мне интересно, как это вообще работает. Очень интересно. Я хочу почувствовать вот себя шофером мотоцикла. Есть у меня такая маленькая мини-мечта, честно Вот, сказать. вперед иди к ней, то есть я позову в мотошколу идти сразу лицензию делать, то есть нормальную категорию А, чтобы научили, показали. Конечно, к сожалению, не все автомотошколы прям учат тому, как положено это все делать. Я Не, ну я в это плане тоже просто заметил. хотя бы посидеть и почувствовать себя мотоциклом. Хотя бы 5 минут проехать во дворе достаточно мне. А, так? Ну, окей.
понятно. Понравится, не понравится, что делать далее. Может, я освою это, может, не освою. Разговор в этом идет. Надо все с тест-драйва начинать. Ну Если да. тест-драйв закончится удачно, то Вот. можно и думать о приобретении мотоцикла. Если тест-драйв закончится неудачно, то Да. или я не смогу там с чем-то справиться, или не пойму что-то, тогда лучше вообще об этом не думать. Так быть правильней. Ну да, бывают разные ситуации абсолютно. Бывает, люди, он ездит и ничего. Я он даже 10 лет отъездил, потом пошел на курс безопасного вождения, я просто обалдел. Сколько я 10 лет ездил, делал некоторые вещи неправильно, хотя у меня уже были права, все. Потом мне показали, что можно делать вот так вот, чтобы больше держать контроль над мотоциклом, да, то есть век живи, век учись, знаешь, такое. Это прям классная вещь. Главное, что всегда учиться. Совершенно верно, это про нас. Всегда учиться, продвигаться, именно стараться чему-то учиться. Если там тебе какую-то критику говорят, принимай, продвигайся, то есть делай какие-то выводы из этого, из критики, и делай в следующий раз лучше. Но если, опять же, если ты вызвал какую-то реакцию у какого-то человека, он тебе написал комментарий, будь он позитивный, негативный, ты тоже, в принципе, сделал что-то правильное, потому что человек взбесился. Я тебе, конечно же, про нарезки говорили, мы что-то с нарезок перешли на вот эти вот, на наши хобби, вот картинг, прям смотри, прям четко, но это хорошая вещь. Я тебе, конечно, желаю там, чтобы ты в нарезках дальше продвинулся, потому что начало есть, продолжение будет. Там прям... Обязательно. У меня насчет нарезок, у меня насчет обзоров игр есть планы интересные, чтобы выливать видео на YouTube. Да, делай, Будет очень сейчас интересно. только намек делаю, много не рассказываю, просто будем ждать, наблюдать за каналом, чтобы в будущем оно пошло. Это, во-первых. Во-вторых, я смотрел, ты сделал тоже и шортс, как бы, были Я такие... тоже начал шортс делать. Мне ребята, вот, Hot Games, потом Bartleby Games, Юра, мне сказали, что шортс, он хорошо привлекает аудиторию, он часто, часто просматриваемый вид видео. Да. Поэтому постарайся его делать почаще. Но нет... Я принял... Да. Я принял этот совет близко, я не оплошался. То есть реально я смотрю, что с помощью шорта меня уже больше аудитория видит, замечает мой канал, и из них несколько процентов подписывается на канал. Так что это хороший совет был. Мгм. Ну, вот у тебя даже, вот смотри, последний прям был. Серегу ты Он сделал. наверху, кажется. Да, Серега сегодня 2000 с чем-то набрал, по-моему. Да, это круто. Круто. Я даже не ожидал, что он столько наберет. Видишь, и самый прикол в том, то, что есть там у тебя, которые мало набрали, есть, которые много, и я сам делал шортс этих очень много, и Там иногда... как русская рулетка, она может набрать, может не набрать. Ты просто выставляй. Ты просто выставляй. Все верно, то есть тяжело сказать, я уж этих шортсов уже сделал вагоны маленькие, а теперь я сделал канал отдельный, там только будут шортс, так и называется, драйвер шортс, потому что... Зачем делаете отдельность? На своем канале сделай. Да зачем ты делаешь отдельно? Не, я сделал на своем канале, теперь я не хочу мешать. У меня больше контента основного здесь останется, а шорт именно пускай там будет, то это будет такая мини-рекламка по-своему. Потому что... Понял. Твой контент именно связан с влогами. Ты у нас влогер. Ну, как бы да. И да. шорты где-то сбивают концентрацию того, Оно- чтобы люди концентрировались на твоих влогах больше, чем на шорт-видео. Там будет рекламка, какие-то моменты, которые никто еще не видел, которые вещи будут выходить через полгода. Я буду их просто в шорт сейчас показывать уже в реальном времени. Вот в чем прикол. Из-за этого... а там она будет избивать и переливаться, и оно не всегда работает, и последние были не очень. Но тяжело сказать, если честно, как это правильно работает. Это никто не знает, ты сам видишь, ты сам сделал там этих шортсов 50 штук, парочку у тебя там 2000 набрали, кто-то набрал 200 просмотров. 3000, то 54. Я соглашусь, я еще говорю, шортс это Нет. игра в русскую рулетку. Да, но такая штука, здесь оно вроде бы такое сделал, много набрала, потом бах, ничего не набрала. Который ты вот думаешь, сейчас вот этот вот я поставлю, он будет классный. Это абстрактно все очень, то есть тяжело сказать. Но ты просто этими шортсами делаешь рекламу на свой основной канал. Не забывай в шортсах также ставить теги и в описании. Есть такое. И в описании также Соглашусь. в описании ставь там ссылочку именно на основной контент свой. То есть ты будешь тогда сам себе рекламировать свой канал. И нормально будет. Да-да, Серега показан тотали. Именно Серхио.
Да, как гаджет, да, ты говорил у него? Гаджет, он поменял уже 3 раза название канала тоже. Он 300 раз уже поменял Ребята, название. не И каждый пожа- раз мы его не можем найти. Ребята, Каждый раз его пожалуйста, найти. не меняйте так часто название канала. Не надо это никому. Также и аватарку канала. Вот сейчас у Тимыча аватарка стоит, как я его знаю, да, еще вот 1,5 года уже вот этот мальчик с наушками. Это твой маленький аватарчик такой прям. Такой мини, Похож. мини ты очень похож, да. Тут еще усики подрисовать какие-нибудь там или бородку, да. Похоже очень. Прическа Да. даже у тебя я видел там на старых, именно контент старых штучках. Классно сделал, но я имею в виду, уже привыкли к этой аватарке. И если ты сейчас что-то в ней поменяешь, или вообще ее поменяешь, то потом зайдешь кого-нибудь на канал, а кто ты такой там, да, потому что уже привыкли Слушайте, именно ты вот. кто? Иди отсюда, ты мимо кассы. Иди, говорит, давай, да, до свидания. Мы тебя не знаем, да, то есть у тебя так же самое название, оно вроде бы длинное, но с другой стороны уже и привыкли именно комплект, название твоего канала данное и аватарка твоя. Сейчас ты начнешь что-то там менять, и это приведет сам, знаешь, к чему. Ни к чему хорошему это не приведет. Он же игра в Серхио, я его так зову. Может быть, да. Серхио, я видел Серхио, Серджио, Сергей. Серхио, пускай так и назовет Серхио. Почему надо писать на игре гаджет какой-то? Я так и не понял. Серхио нет псевдонима. У него до этого- Если он назовет Серхио, будет нормально. А как у него до этого канал назывался, помнишь? Я что-то, блин, сейчас вот... У него тоже Play Games был. А, да, вот. У него тоже был Play Games, потом он переименовал на Гаджет. Ну, Гаджет более-менее было интересное название. Теперь он на игре. Сейчас я не могу с помощью тегов его найти. В смысле, у него сейчас не гаджет называется канал? Нет, и причем как он назвал на игре? Не собачка игре. О, видишь, я этого даже не знал. И я пишу это в YouTube в поиск, и он не может этот канал найти. В том-то и дело, и чем больше там всяких запятых собачек... А, вот, есть, он нашел. Нашел. Ты через теги нашел или через Нет, он поиск? мне просто у меня же как подписка на него есть. Ну да, так он выходит. Вот так я вам в чатик поставлю, как он называется. Ё-моё, кто его так... в баннере стоит еще Gadget XT написано, там еще не поменял. Пускай бы Серхио он- 1939. Так вот и назвал бы Серхио просто, и это было бы... И оставил бы, ничего бы не трогал. Но это его решение. Ну, год рождения, кажется, насколько я понял. Так думаешь? Думаешь? Четко. Так, может быть. Мы же не знаем, поскольку так часто название канала меняют, а вдруг там что-то в этом есть, да? Как говорят, в каждой шутке есть доля правды, знаешь такое? И я его так зову. Соглашусь. Есть такое. Есть такое. Так же самое с анекдотом. Анекдот — это штучки, взятые из жизни. Так что Даже в каждом анекдоте доля правды. тоже. Обязательно. Да, контента много. А тебе по нарезке шорты, у тебя еще мне такой один вопросик есть. В принципе, вот О, ничего себе. Здравствуйте. Артем, привет. Колдун найти здесь. Вот чё, Колдун, привет, как дела? как дела? Планы на 23-й год, на вот этот вот, который сейчас вот начался, только что вроде недавно, там что-то про кролик говорили. У тебя на этот год какие планы вообще? Что будет на канале такого интересного? Просто намеками, ничего полностью не говори, чтобы это все сбылось, чтобы ты это все сделал. Ничего такого грандиозного нет, честно говоря. Просто буду стримить, делать нарезки, делать шорты. То есть ничем обрадовать так сильно не смогу. Ну, вот Что я должен был сделать, я сделал в прошлом году, 22-м. Я купил ПК. Вот этим я похвастался. Вот я купил ПК, все. купил ПК, теперь у тебя, как у всех других стримеров, все этот контент идет. Да, Через ПК ПК, Боярин я... OBS. Старую игру, да, совершенно верно. Старую игру хочу поиграть, закачиваю старую игру. Да. Новую игру хочу закачать, закачиваю новую игру. Удобно, С да? ограничением по играм. С ограничением по играм у меня нет ограничений. Круто. Нету ограничений по играм. Как-то было на приставках, на PlayStation. Ну да. То есть я могу поиграть игру, не знаю, 96-го или там 2001 или 2002 года, все нормально будет. Да. Когда-то это выглядело чуть-чуть по-другому. Подписочку на гостя оформил. Колдун, благодарочка, да. Вот Ссылочка в друг на закрепе. гру- Мы над ним, по-моему,
подписались, нет, на него? Мы, по-моему, друг на друга подписаны. Колдун сказал, говорит, ссылочку оформил. Так что если я сейчас... Это не Фарагос разве? Этот колдун разве не Фарагос? Нет, это другой человек. Фарагос это москвич, а это вот колдун. 164 у тебя сейчас. Это Артем с Челябинска, с той стороны, Отлично. где зима, Рад где познакомиться. есть зима, где есть лето. Артем тоже... Рад познакомиться. Я, да, извиняюсь, я, наверное, с Фарагосом. Я с другим стримером перепутал. Перепутал. Прошу Не, у прощения. него тоже контент, частенько очень стримы. Бывало, времени не было, он записывал, какие-то примерки выходили, как и на твоем канале. Спасибо, Артем, за это. Он обязательно. Напишите комментарии, потом по комментариям можно будет общение, как сказать. Очень приятно. Да, человек тоже вот делает нарезки своего рода интересные, проводит стримы. Тимыч, сегодня так решили здесь пообщаться, и мне очень приятно, и много кто очень ждал этого. Мы похожи с Фарагосом? Ну, не знаю, я вообще ничего не буду говорить. Не, ну возьми за комплимент. Нет, ну у Артема тоже свои эти есть определенные классные игрушки, которые он играет. Классно. Стоит с каналом поближе познакомиться. Всегда согласен. общение в чате, то есть если зашел на колдуна на стримчик, то сам понимаешь, что пообщаешься там 5-10 минут, ты уже не отделаешься. Но нормально все, это классно, это все хорошо, потому что есть ребята, которые забывают, что нужно общаться с чатом, к ним приходят зрители, они чат вообще не следят за ним, как бы, ну, вам намек. Смотрите, следите за чатом, это ваши подписчики, ваши просмотры и так далее. Внешне похоже. Да, Фарагос сейчас он шляпу купил, как у меня, вот он в шляпе сидел последние разы и обалдел, Леха. Шляпа у меня тоже была, вот приобрел ее месяца 2-3 назад уже, 3 уже месяца, время пролетело, как ё-моё. Издалека похож, да, издалека похож. Артемка говорит, чувство юмора тоже есть хорошее. Так что, Артем, напиши Тимычу там по комментариям, что потом он по комментариям тебя нашел и там взаимку сделает, и будете общаться, потому что это нормально здесь все тут. Не бот, настоящие люди, настоящие подписки, настоящие комментарии. Да, ковбойская. У меня, кстати, такая же есть. Могу быстренько показать, пока не забыл. Бойся, как у Сани Бархатова, когда он кричит, да? Бомбит. Вот, сейчас на стримчике будет через пару секунд. Эта задержка пройдет, вроде бы все меня, чтобы задержки сильно не было. Теперь будет в шляпе. Вот так вот. Да, только я эту шляпу уже взял еще. Да, нормально. Техасский наркобарон. Сейчас будет в сентябре. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Уже январь, сейчас уже 5 месяцев скоро будет. Точнее, уже было 5 месяцев, да. Вот такая вот, в такой вот шляпке можно сидеть, такой Red Dead Redemption, сидеть в такой играть. В такой шляпе. Да. У меня вот... Как косплей стриминг вместе с самим стримингом. Хорошо подойдет. Как Отлично. как тебе шляпа выглядит? Суперская. Ну она, блин, Тебе классная. очень сильно подходит тебе. Я даже Суперская пару просто. видосов записывал, кстати, в шляпе, где-то мы в музее гуляли, мы с семьей, в музее, у меня где-то видео есть на канале, я в этой шляпе там записывал весь влог. Я был такой, думаю, ну давай попробуй что-нибудь другое. В Не, принципе, шикарно. Кроме того, что она выглядит классно еще в это время года, то есть еще как головной убор еще и греет вашу грушу греет, чтобы мозг не замерз, чтобы он не был таким жидким или наоборот густым, прогреть чуть-чуть, так что нормально. Да, было дело, у нас такая тема была у байкеров, там надо было приехать в шляпке, там, чтобы ковбойская тема была, все были в таких шляпах похожих, у кого кожаные, у кого не кожаные. И вот взял такой вот средний формат, который мне очень понравилась тем, что она универсальная. То есть, если ты ее помнешь что-нибудь, там, и бросишь об стол, она в свою форму возвращается, какое-то волшебство. Спасибо, Артем, за это. Да, пару раз стримы в ней проводил, тоже было дело. Но об этом как-нибудь потом уже в другой раз. У тебя тоже в свое время, я как смотрю, ну, то есть большинство вот старых стримов, да, где-то там запикселевана картинка, потом, если закрыто. Прям Тим или Да. Тимур? Тебе вопрос. Тимур его зовут. Прям Тимур. Здесь Прям просто- по паспорту. Прям по паспорту. Тимур и его команда будет теперь у него, да, теперь он Тимур и команда теперь вокруг, вот подписчики растут, это будет команда его, будешь как в книжке, надо этот. Ну, Прям Тимур. против команды никто не
от команды никто не отказывался, я не против, в принципе. Да, вон Apex, он постоянно Apex команда, где-то коопчики играют. Я не знаю. Ну, поэтому ты не просто так, я думаю, сказал. Да. Коопчик. У нас так с Тимуром-то коопчик постоянно происходит. Вот его и команда во время коопчиков. Вот. И сам, я думаю, я сам думаю, ты заметил, да, когда в коопах играешь, то есть у тебя и чат как-то более живой, и общение с другими. Так же самое, если вот в двух сразу, допустим, два стримера включают стрим в одно время, да, коопчик, и обмены какая-то там... Более-менее похоже на режим сплинскрин в старые добрые времена. То есть ты смотришь и круто. одного и другого. Одни и те же, это очень интересный также режиссерский феномен, когда одно и то же событие с разных ракурсов. То есть, когда то же самое какой-нибудь королевской битве, когда Серега находится на одной стороне карты, что там происходит, я не вижу. Но также он не видит, что со мной происходит на другом конце карты. И это видят разные зрители, которые заходят с одного стрима на другой. Это очень прикольно. Ну, в том-то и дело. Это очень круто. Да, есть такое. Хватит кусать. А я сегодня вечером мне надо будет отлучиться там. Кооператив, я уже думал об этом сегодня полутора, думаю, надо я костюмчик одеть, я, наверное, шляпу это одену, а потом вам фотку скину в этом, в сообществе, скорее всего. Я думаю, наверное, шляпу сегодня одену, буду в шляпе ходить. Такой, а почему бы и нет? Попробовать, да. Это такой головной убор, о котором я все время так смотрел на людей. Такое, а теперь как прям выделяет какая-то изюминка своя, что-то интересное. У тебя нет такого, вот я увидел в кепке ты частенько сидел там на стримах. То есть ты любишь тоже такую как кепку? Киевскую кепку пару раз хотел одевать, но что-то не по... А почему? Я не знаю, почему я перестал ее одевать. Да, вот почему. Давай в следующий раз попробуй что-нибудь опять. Одевай вперед и что-то такого. Если не хочешь, чтобы глаза видели, там очки солнечные одел, эту кепку и поехали. Ну, что-нибудь придумать. Без вебки как-то скучно, честно сказать. Очень скучно без вебки. Что-нибудь Надо приобрести, что-то придумать, согласен. Что-нибудь придумай. И вопрос у тебя еще один такой есть. Ты спрашивал как-то про Donation, вот это все, Alerts. Завел уже себе, нет Donation Alerts, или как там это? Нормально подключил, Donation Pay. Все как надо по инструкции по интернету сам посмотрел, настроил. Работает все. Сейчас посмотрим. Вот. Сейчас посмотрим. На последнем день на видео есть в описании, или это все-таки только на стримах? Описание есть. Последнее описание. Да, есть. Нету здесь. Здесь только стоит моя команда, Пилигрим на игре. Ты там на игре доработай, поставь еще одну собачку на игре, чтобы нормально было. Так, ну-ка давайте на стрим посмотрим. Просто мне интересно, как-то у нас разговор был, спрашивал. Привет. Да, вот. В общем описании. Да, вот. В общем описании. В шапке канала он есть. В шапке канала да, есть. Donation Alerts вот есть. Да. В общем канале есть он. Team Candy Games 19. Есть. Работает. Ну, пускай будет на всякий случай, а то вдруг, если что, помогайте стриму, мотивируйте его, все время будет приятно. Сделай какую-нибудь такую свою, может, попробуй там камеру поставь, там и какой-нибудь ракурс необычный или еще что-нибудь, я не знаю, но что-нибудь придумаю. Но, опять же, что-то свое будет намного интереснее, какая-то изюминка. Да, над этим просто надо поработать немного. Я сейчас более думаю о материалах, каким предоставить YouTube, а не о вебке из-за этого. Да, эта вебка плюс-минус есть. Нет, у меня, конечно, правда, с нее все и началось. Поставили вебку и настраивали микрофон. Та еще песня была. Но ладно, об этом уже. Это другая совсем история. Подумай, конечно же. Качество контента не заменяет ничего, особенно когда звук. Тоже звук, все время думать звук, именно звук, то есть частота вот этого звука, переношения, как микрофон настроенный у тебя там, да, в OBS, там есть пару фильтров, которые можно поставить на микрофон, об этом не забывай, а то бывает картинка красивая в 4К, а звук микрофона паршивый, слушать невозможно. Лучше наоборот, потому что любят ушами. Говорят, что всегда будет преимущество у того, у которого хороший звук, но хреновая картинка. Потому что звук, он больше раздражает человека, чем хреновая картинка. Да, все верно. Он заходит, зашел в ухо, остался в голове. У нас такой даже по радио есть реклама, то есть можно стрим какой-нибудь, как вот подкаст, или вот сейчас мы разговаривали, этот можно включить стрим попозже. Просто он будет лежать рядом с смартфоном, работать, мы как разговариваем, как будто на радио, и повторно слушать.
А если там картинка будет там 4К, там кто на нее будет смотреть, если там, допустим, ты в автомобиле едешь, тебе через радио работать, можно слушать, на картинку смотреть-то вообще не будет, как бы, да, то есть, если включат, то там будет звук хрипеть, фонить, пердеть, все, не работает, то есть это по-любому через 5 минут, 10 минут человек скажет, все, что-то ты настраивать учись, я выключаюсь. Есть такое. Так что над этим всегда надо думать. И я тоже поначалу, я говорю, у меня первые пару стримов тут настраивали, потом опять настраивали. ОБС мне теперь уже тут 3 раза хочет обновиться. Иди, говорю, ты отдыхай, пока... У меня если ОБС обновляется... Ты не советуешь обновляться, да, как я понял? Она, если что-то советует обновлять ОБС, у меня все время ломается что-нибудь. Я боюсь уже нажимать на эту кнопку. Мне так пару раз было, и это очень... негативно сказывается вообще на всей этой аппаратуре здесь. Я боюсь уже даже обновления делать. Ужасно. Сашка, сделай паузу, скушай Твикс. Да, Александр, ты очень много играл в танк сегодня, танкист ты наш. Я прям пару часиков перед тем, как начать здесь стрим, находились у него. Это прям тяжело. Тимыч, Да. блин, что еще сказать-то? Даже спросить уже нечего. Мы сегодня прямо столько много тем затронули. Ну, поговорили мы. Поговорили, От души, да, все наконец-то, свои, можно сказать, наконец-то Внутренние скелеты раскрыли друг друга. свершилось, да, свершилось, много есть общего, то есть там, пиво, картинги, вкусная еда, ты он еще у нас еще и гурман, любишь тоже вкусно покушать что-нибудь разненькое, да, это ж хорошо, Нет. Кофе тоже люблю, не знаю, как ты к кофе относишься. позитивно, Отлично. да, Ну, потому что у нас есть вот еще одна общая черта наша. кофе есть этот самый, как он, кофе-автомат купил 3 года назад, уже, наверное, 4. Все, 4. ты самый счастливый человек тогда. Тогда ты самый счастливый человек. Покупай, если будешь кофе молоть, сам варить. Бери кофе итальянские зерна. Все, не прогадаешь. Я тебя понял. Итальянские зерна сразу же настрой на эспрессо, и потому что с этими зернами эспрессо, они хорошо пожаренные, ты можешь с этими зернами делать и капучино, и эспрессо, и макиато, и все остальное. Это такой совет на будущее, вдруг если что. Картинги, да, Денчик, картинги. Мы про картинги разговаривали, что-то я не понял даже, как мы к этому пришли, но то, что Тим любит, и я люблю, и картинги такая тема, если кому-то надо что-то там, ну, такой эмоции получаешь, это, как ты еще сказал правильно, перезагрузка, правильно? Вот, перезагрузка с картинга. Загрузка правильных эмоций. Да, это круто. Я, конечно же, в свою очередь, что хотел добавить еще, пока не забыл. Я намекал это многим уже каналам. Я не знаю, но у тебя смартфон же, ты же записывал шортс. Может быть, попробуешь, запиши, походи там. Город у тебя все-таки большой, есть что записать. Там пару минут, расскажи про город, покажи. Сделай репортаж про свой город. Блин, чтобы был такой вот прям влог такой большой, как, не знаю, как, ну, не документальный фильм, конечно, прям, чтобы не скучный был, а именно как в стиле влога. Блин, очень интересно будет посмотреть про твой город, если честно. То есть тебе идейка на будущее, намек. От меня именно у нас на канале увидеть красоты города. Просто есть очень много каналов и путешественников, которые снимают наш город и выставляют в YouTube. Ну да, нет, ты должен это сделать. Ты житель этого города, ты сделай. То, что другие сделали, там у них своя То есть, аудитория. если я сделаю, будет другая изюминка. То есть я Конечно, должен ты делать, да. должен свою точку зрения показать. Смотри, я тебе даже объясню, почему именно ты. Смотри, Почему? потому что большинство кому-то проплатили рекламу, кому-то заплатил продакшн деньги, и они, Какой тоже есть. они расхваливают тот или иной продукт еще между делом. Эта тема не про тебя. Ты, как стример, как ютубер, как нормальный, обычный человек, житель этого города, ты просто свою точку зрения показываешь, как есть на самом деле. То есть пришел, говоришь, вот мусорка здесь у нас классно автобусы ездят, здесь таксисты не очень, здесь у нас там, я не знаю, вкусно можно покушать, здесь можно вкусно закусить, вот так вот, понимаешь? Именно Я тебя понял. твоя точка зрения, тебе никто не проплачивал, это твой будет контент, это будет нам интересно очень всем посмотреть. Вот, смотри, Киллер Рокплей пишет, заброшки снимать. Но это есть уже такой человек по заброшкам, он долазился уже, пока У нас он... заброшки, кстати, есть у нас заброшки, можно, в принципе. За, показать вот некоторые тебе заброшки. идеи, мотай на ус, вон, идеи в чате, смотри, сколько полно. Бери карандаш, записывай ручку там, да. Человек есть, у нас есть человек с YouTube каналом, который
как это, заброшки, Заброшки, называют? да. Заброшки снимает. Его зовут Найл Чаримли, YouTube канал называется. Он Мгм. снимает заброшки, он снимает места и показывает жителям, где больше всего шляются наркоманы, да, что в эти места лучше заходить или не заходить. Лучше не надо, да? Да, и также он показывает органы внутренних дел, что вот тут шатаются наркоманы, много иголок на полу, чтобы органы государственные, они взялись за это. То есть это YouTube канал, его направлен чисто для борьбы с наркотиками. Это очень Слушай, интересно. это очень, кстати, хорошая тема. Но он уже есть, а ты это ты. Не, я не говорю, что у меня игровой канал, у меня Да. другое направление. У меня не направление... Я против, конечно, употребления наркотиков, я за, чтобы против них боролись, само собой. Но у меня направление канала не для... Не это. Ну, не хочешь, Само короче, собой. записывать. Нет, записать. Не хотел бы себе попробовать именно записать, Я показать? не в этом плане то, что... Не создавать контент по борьбе с наркотиками. А, это про это, да. Нет, именно А город можно записать. показать про город, можно записать. покажи свою точку зрения. То есть у меня к тебе такая, как сказать, ну не просто такая просьба, чтобы ты записал именно свою точку зрения. И мы посмотрели на твой город, где ты находишься. То есть я вот, где мы живем, город уже показывал не раз в кадре. Уже у меня много чего там было. Там... Ну, у тебя еще это целый влог. Да, ну у меня влогов там много. Ну, я начал там чуть, по идее. А вот теперь именно то, что я сейчас каждый день показываю, что-то записываю. Сегодня так много не будет, но я думаю, все-таки пару минут я сегодня запишу, потому что сейчас после стрима надо будет в магазин смотаться. То есть пару минут будет контента. А так я имею в виду, потому что ты живешь в таком городе, который, в принципе, название твоего города знает много людей. Это, как, ну, сказать, советские республики еще были, что, да, то есть Баку, название города много о чем И говорит. старое поколение много знает об этом городе. То есть не старое поколение, которое у меня живет, которое живет за границей. То есть у Да. нас, потому что жили много наций. У нас жили татары, у нас жили украинцы, у нас жили русские, у нас жили армяне, у нас жили узбеки. То есть евреи у нас до сих пор живут и жили. То есть вот Ну, у нас все-таки очень интернационально. У нас, да, у многонационально. нас именно был Нью-Йорк. Баку считался Нью-Йорк Советского Союза. Тут сдружили все нации. И Ну. все друг друга могли находить язык. В этом плане славится город Баку. Это мне нравится в этом. М. Супер. Да. У нас до сих пор, я еще раз я хочу повторить, у нас нет сильного национализма в плане какой-то нации, потому что у нас живут как и русские, как украинцы, Мгм. как и евреи. У нас даже отдельное поселение есть за большими городами, там район Губа называется. Там отдельные поселения, деревеньки есть, где евреи живут. Всех по чуть-чуть есть. Да, по чуть-чуть есть. Вон, То есть нормально. Денис пишет, где можно погулять, молодежь, допустим, это снимать. Да, ну я просто говорю, вот свою точку зрения. то есть- Набережная, Вот. центр города, потом в районе город Баку, в Ясамальском районе есть несколько парков, где можно погулять. В сторону района Нариманова есть много парков, где можно прогуляться. Мотай на ус, скоро весна, будет красиво, запишешь, покажешь, смонтируешь, потом покажешь. Да, вот под весной, если сделать, будет интереснее. Весной потому как что раз сейчас- начнет... Нет, сейчас-то слякоть, вот это грязище, все серое, это все понятное дело. Именно вот самая классная такая пора, вот это вот весной, когда начинают деревья оживать, вот это вот расцветать, все вот это вот будет что посмотреть, прямо на душе приятнее станет, да, то есть такое прям добро принесешь на канал, посмотреть, тем более ты это запишешь как видеоконтент, и, ну, сам понимаешь, это не шортс, это будет нормальный контент, который намного больше принесет пользы каналу твоему, это тебе 300% говорю. Тебе и самому будет приятно потом уже в процессе монтажа, то есть сделаешь его таким, четко будет. Попробуй. То есть идея есть хорошая, у тебя там нарезки-то понятно, сделаешь нарезки, я в этом не сомневаюсь, нарезки у тебя будут держать канал, я больше чем уверен, потому что там такой четкий юмор присутствует, свой какой-то стиль, ну, есть, конечно же, да, делай. Шорты хорошо, но вот эти вот, видишь, нарезки у тебя как основной контент, это же, да, то есть там по-другому совсем и статистика работает, и все.
Как-то так. Так что Стараемся. тебе Стараемся. на будущее вот возьмешь с этого стрима вот пару ей, посоветовали, все записывай. Я сейчас записал. Каждый из нас Который советы дал, да, я записал. ну, каждый из нас по-своему уникальный, то есть я думаю, в районе лета мы увидим на твоем канале четкий какой-нибудь видос про Баку, будет интересно. Вот хорошо сделаешь, что, блин, это прям будет такое видео приглашение, чтобы я приехал в гости. Это же ты что? У тебя, кстати, какая там валюта? Вот, пока не забыл. Валюта называется манат. Вот, видишь, для меня это вообще прям что-то новенькое. Никогда не слышал. Интересно. Видишь, то есть валют своя есть, то есть там свои все вот это вот. Интернет, валюта, все, и поехали. Опять же, приехать в гости надо будет там по курсу там менять что-то, как бы, чтобы где-то оплачивать, правильно? То есть турист. Да, есть это. Все есть, все у нас устроено. Ну, Все на хорошем уровне. туристы, в этом плане всё нормально. туристы летом есть? Туристы, если взять лето, да. Летом есть туристы. И у нас там и африканцы я видел, и, честно, я и африканцев, и англичан видел, и арабов видел. Арабы... У нас определенное время нашествие арабов было, но Нормально. в плане туризма, да. Ну, Но все, видишь, мы интернационал. Англичане немножко приезжают пиво их, но мы попить. немножко их, как так скажем, кислород перекрыли мы им, потому что они, я не знаю точно, с какими стороны они приходили, потому что я не хочу всех в один котел сувать, но они не совсем себя правильно вели, Мгм. вели себя, слегка сказать, как животные. Ну, ничего себе. Нам это не понравилось, поэтому сейчас они уже в малом количестве приходят. Ну, не знаю, там выходили в центр города, кричали на кого-то, Мгм. или выпивали, жрали как свиньи, мусорили. Ну да, В номере, где кушали, они мусорили, там все на кровать кидали, весь мусор. Выходили, у них весь мусор на землю кидали. Мгм. С этим мы немножко поборолись, сейчас уже все нормально. Обалдеть. Ну да, неадекватно он Денчик пишет. У меня нервоз на стиме. Чего у тебя там? Что случилось? Наверное, какую-то загадку не может решить, я не знаю. Да, но я сейчас смотрел даже. Я устал, скоро к вам присоединюсь. Сталкер, вырубай стрим, отдыхай уже, хватит, не надо себя мучить, ребята. Пойдем, пойдем полежим немножко. Да, он отдыхай, он к жене тяжелый день был. покушать чуть-чуть, там надо чуть отдохнуть, потому что зачем нервы оставлять на этом игрушках вот этих вот. Если чувствуешь, все, у тебя сил нету, все, отдохни, перезагрузка, надо чуть-чуть. Да, у него стрим до сих пор еще идет, уже сколько идет, он уже, блин, даже смотреть страшно, сейчас напугаюсь. Потому что я у него был 5 часов назад, стрим уже шел. 5 часов уже стримит куском или 6. О, Василий, привет. Здравствуй, Василий. Так что круто. Вот что там. Молодежь не знает, что в том или ином городе, где они проживают. Не знает, что их города красивые. И думают, что лучше Москвы и Питера нет ничего. Был бы здоров, снимал бы и свой город. Ну да, тут со здоровьем такая тоже отдельная история. Это потому что... Я думаю, каждый, который живет в своем каком-то городе определенном, все-таки у него есть своя какая-то любовь к этому городу и ему симпатизирует. Есть, конечно. Есть такое. Если даже минусов будет больше, чем минусов, все равно для него это будет чем-то родным, потому что он уже привык к этому воздуху, к этой еде, к этой атмосфере, к этим соседям. Вот. Ты вырос там еще. И вырос, именно вырос с рождения. Да. Ты знаешь там каждый закоулок, что знаешь, допустим, здесь эта машина припаркована, здесь Знаешь уже психологию жизни, как фонарный что столб. может подумать, как что может сказать, как что может посмотреть, да. Это тоже часть комфорта, да, Да. жизненного. А переезжая, например, в другую страну или в другой город, ты уже думаешь, а вот тут никого не знаю, надо с нуля опять. Ну да, тебе надо акклиматизироваться, да, это не так просто. Я 20 лет назад это пережил, это не так просто, это тяжело, само собой. А теперь для меня вот этот город, где я сейчас проживаю, такой же родной, потому что я здесь уже больше полжизни прожил, можно сказать, да, почти. И я приеду в другой город, не, все, я домой хочу. Я приезжаю вот в город, где сейчас мы живем, и для меня он уже стал родным городом, все. Все знаешь, абсолютно. Это вопрос времени уже, как говорится, вопрос времени.
Ну, мне даже будет тоже тяжело переезжать в какой-то другой большой город. Хотя, если что-то, блин, ну, получится там или с работы, или еще с чем, придется переезжать. Скучаешь в какой-то плане по... Ты из России, да, переехал, по-моему, в Да. Германию, если не ошибаюсь? Да-да. Скучаешь какой-то степень по своему городу? Или у Нет. тебя тут все хорошо? Не, у меня все нормально. Нет, я же здесь уже, как это для меня уже родной. Там я жил в деревне. Даже не город. А здесь уже больше. Поначалу было такое, но оно потом проходит. А теперь уже нет. Когда даже я видел, какой-то канал нашел на Ютубе, где прям именно с родного поселка записывал кто-то, да, и ты смотришь, и ты ничего не узнаешь. Потому что так за 20 лет все поменялось, страшно. И ничего знакомого нет такого родного, как раньше ты знал. Это прям тоже напрягает в какой-то мере. Это есть такое. Сейчас уже вот именно тут родной город. Даже я нахожусь в больших городах. Я раньше работал дальнобойщиком. Уезжал на неделю, потом приезжаешь и... Идея создать канал Драйвер, да? Дороги, длинные дороги. Да-да, в свой родной город приезжаешь и уже теперь он реально уже родным стал, потому что я уже больше... Я знаешь, что хочу сказать? Фильм «Брат 2», там одна интересная фраза была. Да и Родина там, говорит, Родина там, где твоя задница в тепле. Это где-то часть правды есть в этой фразе, я могу Ну, согласиться. конечно, ну для меня там родина, где семья, вот, где я себя чувствую комфортно. Если Где здесь... есть семья, где комфорт, где есть Я теплое место, где есть пожрать еще. Ну, для Где меня... никто мозги не делает, да. Для меня важно, где семья именно находится, то есть там я себя чувствую комфортно и тепло, там это семью. Если семья со мной едет, тогда для меня это будет место тоже родиной. Ну, когда мы в отпуске находимся все вместе, мне там тоже комфортно, и я даже в Германию не хочу возвращаться, но возвращаться надо, потому что надо работать. Чтобы, опять же, можно было оплатить этот отпуск. Иначе, если ты там останешься сидеть на месте, ну, надо там где-то работать, а это уже будет тогда не отпуск, а работа. Это совсем, тогда это место перевернет тебе, все испортит, и это не то. И это да. А если так с семьей едешь все, вот когда я раньше ездил, допустим, на грузовике один, это совсем по-другому воспринималось, чем когда ты едешь потом с семьей в тот же самый город. Да? То есть семья со мной, там дети, жена, все. Что мне больше надо? Ничего не надо, да, то есть все хорошо. Командир рядом не можешь личные дела делать, да, так скажем. Да не всегда. Просто не в этом даже дело, да. Просто надо где-то себя ограничивать. Хрен знает. Даже правильно сказать, даже не знаю. Ты считаешь, что дороги забирают наши жизни, или ты живешь дорогами, тебе нравится? Я не могу без дороги. Ну, чтобы забирает, я бы не сказал, но я сейчас-то не дальнобойщик уже в данный момент. Сейчас я только... Или именно куда-то поехать, поводить, вернуться? Это бы я смог бы сделать. Ну, дороги в какой-то степени, когда едешь по дальним дорогам, там налево, направо на красоту смотришь, ты получаешь какой-то расслабон. Да, там другая своя романтика. Раньше в этом было прям много романтики, теперь она потихоньку уходит, все это дело, но это все равно есть. Опять же, где ты ездишь, как ты ездишь, на чем, это всегда. Вот я из этого люблю в этом плане больше именно путешествовать на автомобиле. То есть, когда на автомобиле едешь, останавливаешься, там, посмотреть налево, направо, там, где-то покушать, что-то попробовать. В самолете путешествовать совсем другой кайф. Там сел в аэропорту, все, пролетел, вышел, сколько ты всего пропустил. А если бы весь этот путь на автомобиле еще проехать, сколько ты всего бы увидел, которого на самолете ты никогда не увидишь. То есть на самолете в плане скорости, там, да, всего, перемещение в пространстве намного быстрее, это понятно, что это плюс. И не везде у тебя есть возможность на автомобиле продвинуться, но я не знаю, то есть я все равно, если у меня есть выбор, если есть возможность на автомобиле туда добраться, я бы уже на автомобиле, мне кажется, поехал. В том, что я там много чего могу посмотреть. Ты как автолюбитель теперь уже тоже водишь автомобиль. На автомобиле путешествуешь или нет? Какую-то деревеньку, чтобы заехать в лесную, да. С компанией, или на рыбалку поехать с компанией на машине, это прикольно, это кайф. Да. Но каждый день пробка, работа, дом, пробка, выходи из пробки, это уже начинает давить атмосферным давлением на мозг. Это бесит человека. Ну, пробка Честно понятно, сказать. но пробка это отдельная тема. Я имею в виду, что если на автомобиле ты сейчас, допустим, в Баку находишься, тебе не рядом страна, которая у вас есть, там, с Азербайджаном, именно в эту... Грузия.
Ну, вот Грузия, например. в Грузии на автомобиле поехать, там, допустим. Можно? У нас люди так делают. У нас в Грузию на автомобиле едет. В Грузии, я даже не помню, что в Грузии там за главный город. Какой был в столице, я даже это... Тбилиси. Во. Блин, напомнить надо. Даня там, кстати, Даня там. Да, вот в Тбилиси, допустим, тебе сколько на автомобиле ехать? Если бы так вот, знаешь, путешествие такое, тут раз и рванул на автомобиле тебе до Тбилиси далеко. Вообще, возможно это просто сделать или... В автомобиле не ехал, не знаю, я не хочу врать, да. Но я до Тбилиси ехал на поезде. Тбилиси поезд ехал, где-то было, ну, часов 5 где-то обошлось, да. То есть я заснул, проснулся, утром я уже в Тбилиси. Окей. Я где-то вечером в 7-8 отъехал. Там 2-3 поста под утро разбудили, конечно же. Где-то в 7 утра или даже 12 часов было, больше. Так ты еще выспался, Это отдохнувший такой. В 6-7 утра я уже был в Тбилиси, вот так. Круто. Ну, то есть, все-таки рядом доступно, и как доступно, можно спокойно это сделать, да? Это не надо тебе там... Мне понравилось это путешествие в Тбилиси, мне понравилось. То есть ты собрал сумки, короче, всем пока, я пошел. С сумкой поехал на такси на вокзал, на железнодорожный вокзал. Не знаю, попил чай, покушал там пиццу, поиграл, посмотрел интересное видео в Ютубе. Поезд зовет, сел в поезд, все, поехал. Разговаривая с товарищем по комнате, по кабинке. Разговариваешь, едешь, засыпаешь, просыпаешься, проверка, опять засыпаешь, опять приезжаешь, поезд. Тбилиси, все, отлично, прикольно, Класс. прикольно. Это был своего рода жизненный опыт, да, то есть я на поездах не ездил в другие страны. Вот это был для меня интересный опыт. Я, честно говоря, даже влюбился в поезд, уже не хочу садиться в самолет. У меня вот такое ощущение было, что, кажется, поезд комфортнее, чем самолет. Ну, есть несколько сторон, но есть, я скажу так, не то чтобы комфортнее, есть свои плюсы на самолете, есть свои плюсы на поезде. Да. На Есть такое. поезде все равно. Мне на поезде, как бы в плане поезда, вот если я на поезде путешествую уже, допустим, ну раньше я на поезде больше передвигался, сейчас последние 10 лет я на поезде вообще не ездил. Нет, 8 лет или, подожди, сколько сейчас, 23-й год? 9 лет. 9 лет я на поезде не ездил, да. В 2014 году я последний раз был в поезде, наверное, скорее всего, да. Ну, у нас такие поезда, тут электричка, блин, а не поезд. И ты же на поезде, как и на автомобиле, едешь, смотришь в окно, и сам понимаешь, да, или будешься вот этими красотами. То есть ты... Но из окна поезда смотреть на это под звук чух-чух-чух, это совсем другое удовольствие. Ну да. По-другому описать можно, не то что на машине, я даже не знаю, как сразу. Ну, я Поезд сравнил. быстро поезд по скорости, там, не в курсе, сколько он, допустим, поезд едет, там, если скорость там... У нас есть скоростной поезд из Сумгайта в Баку. М. Он где-то за минут, не за 30 минут, где-то за 15 минут, до 10 за 15 Ну, минут прям доезжает. Он быстро. скоростной именно. Да-да. Он очень скоростной, да. Да. Очень выгодный поезд. А до Тбилиси очень уже классный как бы не то вот. Тбилиси уже старый, по старым стандартам, огромный такой поезд пассажирский, он везет. Да, там каждому столбу кланяться там надо, да? Есть такое. Да. Ну, я на скоростном поезде, помню, здесь один раз прокатился, это прям вообще было... Я там такой, знаешь... Я не был на скоростных поездах. Монитор, там стоит скорость, когда он разгоняется, ты видишь, на мониторе написано скорость, сколько он едет в километров в час. Я просто обалдел, то есть, я тебе скажу даже больше, я на скоростном поезде была скорость, я на автомобиле столько еще быстро никогда не ездил в жизни. Это прям вообще... Я напугался чуть-чуть первый раз. Есть какой-то такой, знаешь... Страх присутствует. Но у нас обещают в начале февраля сейчас снять, как сказать, маски вот эти вот все. У нас до сих пор еще в автобусе, в поездах везде в маске ездят, да. Это вообще... У нас такого нет. У нас До сих- полностью отменены маски. До сих пор еще у нас вот. Да, сейчас они хотели до апреля, сейчас вот в феврале снимут. То есть везде уже маски, кроме больницы, убрали, а в поездах, в автобусах еще как бы нужно. Вот эти вот... Нет, у нас это убрали, у нас минус конкретно. Нету масок, никаких масок. м.
Мы Ну, можем спокойно дышать. В магазине опять начали ходить. Я говорю, некоторые люди, кто одевает, там боятся. Одевайте, Не знаю, я одевайте. слышал, якобы опять что-то начинается. Третий этап вируса, ты ничего не слышал? про это? Ах, не хочу даже слушать. Я тоже не и хочу маску, слушать. Я вот недавно штаны, помню, что-то раз или костюм где-то было, у меня там раз в карман, и маску достал, я аж напугался. Такой, Я неужели... тоже. Ты на неужели нее смотришь опять? и говоришь, что... Ты на нее смотришь и говоришь, что... любовь моя, ты мне прослужила ровный год, но я забыл про тебя. Да-да. Ну, как бы, раз в неделю-то и новая была, у меня до сих пор еще местами есть, там где-то там пачка, там где-то залежи. Люди были, которые 2 года одну и ту же маску использовали. Но это, конечно, жесть. Они сами себя своими бактериями убили. Обалдеть. Ну, Неохота, дай им тратить. Вот это хардкорщики, самые настоящие, да, в одной маске 2 года. Это вот Челлендж. челлендж, Вот да. именно, надо сделать такой YouTube челлендж. Пройди в маске 2 года. Да, В одной да. и той же маске 2 года. Одел синюю маску, через 2 года такую черную снимаешь, такой с ней камешки падают уже, такой выбросил. А это такой цвет, вы неправильно поняли. Ну да, да, в том-то все и дело. Да, 2 года прошло, такой, блин, я что, черный что ли И разодевал? он скажет, что я просто комбинировал. То синюю, то черную одевал, то синюю, то черную. Ну да. А их я встречал разных расцветок, чего только не было. Е-мое, блин, люди... Начиная с обычной медицинской, заканчивая каким-то, не знаю, индонезийским с рисунком анимешника или Да. индонезийского флага какого-нибудь. Абсолютно, на любой вкус и цвет, вот реально, и каких только не видел. И, блин, вот с этой маска, конечно, она много чего Я хотел, путешествовать, но я не был согласен где-то сейчас в поезде 3-4 часа сидеть в этой маске, и как бы... А потом надо было работать много, и на автомобиле сильно не получалось путешествовать, и семья как бы подросла, и не так просто. Но сейчас вроде бы как опять это все пошло, поехало, и надо будет пропутешествовать, прокатиться, посмотреть. То есть есть кое-какие планы, посмотрим, что с этого получится. Если все вот успокоится, вот, в принципе, зима у нас через месяц закончится, я надеюсь, все это устаканится, будет все хорошо. Как-то так. Зима быстро проходит. Надеюсь, все пройдет. Летом вообще об этом никто не разговаривал. То есть мы были в отпуске. Надеюсь, вообще Спокойно. ограничитель по карантинности уже снимут, дай бог, в этом году. Да, Полностью у снимут. нас самые последние были в этом плане, я тебе честно Я скажу. говорю во всем мире, то есть официально коронавирус, карантинный режим во всем мире еще не снят. Нет. Еще и потому Ну, что есть пару стран, где прям зашкаливает. То есть у нас зашкаливает. Но дело в том, что больше людей напугали, а как таковой это, потом люди, некоторые этим прям пользовались, там, зачихал, сиди дома неделю, как бы на работу не ходи, на самом деле у него просто грипп. Ну, гриппом все болеют каждую зиму. Ну, побыстрее. Я могу сказать, что побыстрее все это закончилось. Главное, чтобы мы не унывали. Продолжали заниматься своим любимым делом. Будем надеяться. Будем дарить позитив здесь, на Ютубе. Все, что вы увидите на канале, что у Тимыча, что у Драйвера, что у всех остальных ребята. друзей, такого вы не увидите нигде. Тебе же, ребята, тебе да. на этой ноте желаю процветания в дальнейшем вот этого всего. То есть, сам понимаешь, тебе теперь надо весной записать, когда будет город твой просыпаться после зимнего вот этого. Зимой будет... У нас в марте будет праздник, Новрус Байрам называется. Это праздник пошел от древней Знаем. Зоостривской. Да. Красота. Записывай, Так, показывай. тогда город на самом деле расцветает. Надо Вот. что-нибудь тогда придумать, какой-нибудь контент. Идешь в город, включаешь камеру и поехали. У тебя смартфон же есть? Есть. Включил на смартфоне, на каждом есть камера. Только держи его, чтобы картинка не тряслась. Стабилизация, чтобы красиво все было. И все. Нормально покажешь, расскажешь. Будем смотреть все с удовольствием. Потому что игры играми, сам видишь, на играх там 20 просмотров, 30. Запишешь про Баку, правильно проставишь теги, и ты увидишь просмотры, и ты поймешь, что тебе в будущем записывать, честно. Но... Отдельное видео сделай, как влог или как шорт. Не, видео как влог сделал. Какой шорт? Хорошо. Шортс ты можешь на автомобиле 10 секунд записал. Шортс не записывай длинные сильно тоже тебе на будущее, чтобы ты знал. 7-10 секунд хватит. От того и название есть шортс. Да, шорты. Почему, говоришь, шорты? Потому что шорты короткие, это брюки длинные, а ты будешь записывать влог как брюки длинные. Вот тебе сразу такой этот самый
Мост, Отличное сравнение. мостик такой, сравнение. Да, шорты короткие, а брюки длинные. То есть, так же самое брюки, как влог. То есть, записываешь про Баку не менее 20 минут, от 20 до 30 минут. Вот тебе. Нормально будет. То есть, запишешь там до 30 минут контент, это будет супер. Просмотры, посмотрим. Интересно, расскажи, покажи, сколько было тебе идей в чате всяких. Так что сделаешь. Привет всем, чат, привет, герой в шляпе. Я не герой в шляпе, я просто общаюсь с человеком. Герой без шляпы, он слышит, поздоровайся. Как дела? Здесь Тима еще с нами. Так что, блин, да, уже надо будем заканчивать. Все-таки дела есть семейные, их никто не отменял. У нас было очень интервью длиной жизни у нас прошло, можно сказать. Как-то так. Когда интервью обработать, я в описании, чтобы было проще нашим друзьям или новым зрителям было проще смотреть вот этот вот более чем 2 часов такой стримчик. То есть поставлю тайм-коды. Завтра я про это вам расскажу, если не забуду, если будет все нормально утром. Привет. Да, тайм-коды как ставить. Привет, драйвер! О, Тимыч, да. Вот сибиряк, я про него говорил, про Мишу, вот он и здесь. Только приехал с дачи. Ничего себе, зимние шашлыки, хватит дразнить едой. Приятного аппетита тебе было, да, вкусные, наверное, шашлыки были, я даже не сомневаюсь. Тимыч, сделаю, говорю, описание как положено, все будет нормально, тебе настрой понятен, дальше свои, как сказать, продвигай, модернизируй и как там еще лучше сделать, улучшай качество нарезок, поднимай планку. Не забывай, это надо. Делаем. Шорты шортами, сам понимаешь, контент основной, с него основные просмотры, с него комментарии. Общайся в чате прям четко, вот комментарии пишут, общайся, вот связь через комментарии, связь в чате на стриме, общение с подписчиками. Весной запишешь вот про Баку, потом нам покажешь. В монтаже также не торопись, лучше, 2-3 дня больше отдай времени монтажу, чтобы потом было качественно, и тебе было самому приятно смотреть повтор. Как-то это так работает. Как-то. Обработаем на высоком уровне. Вот. У тебя, в принципе, хорошо, я говорю, если просто так не говорил бы это, но развивайся, иди дальше, смотри. Я записываю уже на ютубе с 2018 года, начал заниматься, и я все равно до сих пор еще смотрю людей других, которые прям... как он называется, делают обучающий контент, я до сих пор смотрю такие каналы, где правильно как-то монтировать переходы какие-то, то есть то, что я пишу ежедневно в влоге, это ни о чем не говорит, то есть я до сих пор тоже в процессе обучения, как и все мы. Такие вот дела. Я вам дал совет, долбитесь во все двери и будет вам счастье на ютубе. Драйвер снял ролики с зимним парком у арены. О, все, молодец, давайте контент, а то, уже смотреть нечего, одно и то же. Давайте записывайте новый контент и показывайте нам всем. Тимыч, благодарю тебя, надеюсь, я тебя долго не мучил. Сегодня Очень приятно. поговорили, сбылась мечта. Даже если мучил бы, я все равно мне было бы приятно. Да, он все равно, он не сдавался, он рассказал нам много интересного. Кто не был... Позже чуть-чуть это, посмотрите контент на канале, повторчик. Я говорю, в описании я просто попозже как это обработать, а может даже ночью посмотрим, поставлю в описании тайм-коды, чтобы было проще вам находить какую-то информацию для себя интересную, по интересным этим, да. Тайм-коды помогают. Если не забуду, завтра включу что-нибудь и расскажу об этом, если кто-то будет находиться здесь. Или просто пообщаемся в Дискорде, посмотрим. Все будет по... тому, как у меня будет на это время. Но, в принципе, был такой план. Сейчас пока ничего больше говорить об этом не буду. Все спонтанно. Я не делаю никогда рекламу на стримчики какие-то, кроме вот таких, как специальный гость. Я вчера написал в Дискорде, написал в сообщество. У тебя, кстати, Димыч, тоже есть вкладка сообщества. У меня вот комьюнити. Недавно открылось где-то. Да, вот теперь есть у тебя теперь здесь стоит осенью где-то ссылочка. открылось, я ей активно пользуюсь, она мне очень помогает. Да, тут ставь там иногда контент еще и с теми, с кем ты, допустим, вот как сейчас общаешься и играешь в коопе, если вот с Серегой в коопе играешь, его стрим себе в комьюнити ставь, то есть такую же, да, рекламу. Да, хорошо, что, да, подал идейку. Да, отлично, буду ставить. С твоими кооперами, у тебя кооперы, товарищи, у них тоже каналы есть, ставь, не стесняйся, то есть лучше там 1-2 поста будет больше, чем вообще ничего, потому что, у тебя, смотрю, там в основном стоит про твое все, но не забывай,
Там есть также, вот, пользуешься уже, смотрю, этим голосованием. Отлично, молодец. То есть работает, комьюнити работает, всегда работает. И кого будешь играть в будущем, а ты играешь, кого очень классно у вас получается, ставь канал, именно которых парней параллельно идет стрим, и все. То есть такая будет взаимоподдержка. И им также говори об этом, чтобы они тоже это делали. И все. Понял. Это будет классно. То есть, с одной стороны, то есть Серега, когда будет включать стрим, параллельно с тобой, чтобы Серега в комьюнити ставил ссылку на твой канал. И все. И это вот так примерно и работает. Мы так все делаем, и все нормально. Благодарю за информацию про тебя, про твой город. Надеюсь... О, блин, теперь все начали приходить, а нам-то надо уже завязывать с этим Ну, делом. под вечер все-таки интервью делать, поэтому... я Нет, сейчас- ну нормально, пускай повтор смотрят. Что Хорошо. поделаешь, что поделаешь. Ничего, Щас- да, согласен, мы сейчас, тоже люди. Сейчас, да, у нас есть личная жизнь, пространство свое, ребята, надо понять. Сейчас Тимыч тоже свои дела будет по-любому, устает, и у него сейчас 3 часа больше, чем у меня. Просто вечером сейчас 10 человек, потом 15 будут подряд стрим включать по каким-то играм, и это уже будет не то. Так, ну что, блин, я все, сталкер, блин, мы давай потихоньку отдыхай, я говорю, поставлю тайм-коды, все сделаем, ссылочка в закрепе на Тима, кто не в курсе, подписывайтесь. Я говорю, сегодня поговорили о том о Всем сём. добро пожаловать на канал, всех приму Вот. с солью, хлебом. Именно, и еще какие-нибудь пожелания, давай, кто все в чате находится, пожелания оставь свое, и, в принципе, на сегодня... Что пожелаешь тем, кто вот занимается ютубом, подписчикам? Давай. Это то, что велит сердце. Это самое главное. Ну вот, на этой такой вот короткой ноте мы, в принципе, все. А с пивом? С пивом, да, с пивом вообще нормально. Кстати, Миша у нас пиво тоже пьет. И Тим тоже пиво сказал. Нормальный напиток пить можно. Любитель. Да, есть такое. Почему нет? Ну, что его не любить? Что в нем плохого? Ничего. Плохое то, что его с водкой кто-то мешает. Это плохо. А так нормально. Ребята, всем огромнейшее, прям человеческое спасибо. Всем, кто находился на стриме, на канале. Мы на сегодня все. Всем спасибо. Да, всем Мы спасибо. провели хорошее время. Да, я как говорю обычно, скажи ты первый, заканчиваем стрим. Ну, я получил хорошую порцию позитива. От вас, от чата и от тебя тоже. Мы поделились хорошей энергией положительной друг с другом. Это помогло мне. Ты сам Сегодня знаешь, Discord, если мотивироваться. что-то надо, пиши, звони, чем могу, помогу, сам в курсе. Такие вот Спасибо дела. большое. Ты уже достаточно помог. С Чеканом достаточно помогли мне. Ну, мне это приятно, если это работает, мне очень приятно. Я, как всегда говорю, продолжение следует. Мы продолжим завтра на этом же месте, чуть позже влог, как обычно. Всем пока-пока. Всем пока.